Знаете, где тотальная свобода, на мой субъективный взгляд? Это Сомали. Взял калаш и пошел свободу свою отстраивать. А свободно нельзя жить. Если свободно будем жить, то вообще угробят. Свобода должна быть в душе. Друзья, этой весной я запускаю для вас новый цикл роликов. Он будет про самую важную, самую близкую и самую волнующую страну для каждого россиянина. Ну, конечно, про США. Каждый житель России знает все о проблемах Америки. Они нам завидуют, у нас очень много природных ресурсов. Расчленить хочется страну нашу, это очень большая, им завидно. Наша пропаганда целыми днями разбирает, как страдают простые американцы. Пока Россия и Китай наводят мосты, американцы потуже затягивают пояса. В стране новые рекорды, рост цен небывалый. И даже президент России за жителей США переживает. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. В новом цикле мы разберем важные темы: американскую бедность и богатство, пропаганду и свободу слова, работу журналистов, взгляды на будущее и, конечно, противостояние с Россией. Мы сравним, как видит мир в Америке и в России, и выясним, в чем разница. Чтобы это сделать, мы проехались по городам России и Америки, поговорили со множеством людей, от мэров до пенсионеров, от бездомных до айтишников. Так что скоро вы узнаете, какая она, настоящая современная Америка. Друзья, вы уже решили, где проведете майские праздники и лето? На даче у огорода? Или все-таки планируете отправиться к морю? Или, может быть, предпочитаете горы? Путешествовать россиянам в 2023 году не так уж и просто, особенно за границу. Визы дают со скрипом, прямых рейсов мало, привычные сервисы бронирования жилья ушли из страны, а российские карты не работают за границей. Но варианты все же есть. Во-первых, осталось много безвизовых стран, куда еще может прилететь россиянин. Например, Турция, Черногория, Израиль или Мексика. Во-вторых, в России появляются внутренние сервисы поиска и бронирования билетов и жилья. Например, на Яндекс.Путешествиях можно не только найти отель в России и за границей, но и оплатить его при помощи российской карты. При этом с каждого бронирования вы получите кэшбэк баллами Яндекс Плюса. Например, если забронировать на майские праздники вот такой 4-звездочный отель в Калининграде за 26 тысяч рублей, Яндекс Путешествия начислит вам 2600 баллов. Их можно будет потратить на следующую поездку или использовать в других сервисах Яндекса. Для поиска жилья можно настроить фильтры по цене, отзывам, рейтингу или расположению отеля. А если открыть карты, вы сразу увидите цены на отели в разных районах города. Если у вас возникнут вопросы по бронированию гостиницы, вы всегда можете обратиться в круглосуточную службу поддержки Яндекс Путешествий. Найти жилье для вашей поездки вы можете по ссылке в описании к этому видео. А по промокоду Варламов, _App10, вы можете получить однократную скидку 10% на любое бронирование в мобильном приложении. А сегодня мы поговорим про свободу. Ведь даже в национальном гимне Америка называется «Землей свободы». Вот и посмотрим, какая она, американская свобода. У меня есть достаточное количество знакомых, проживающих в Штатах, и я могу вам сказать, что общество, где слово «свобода» написано на каждом столбе, не свободно. Мы находимся сейчас внутри мемориала Линкольну, 6-метровая статуя 16-му президенту США. Само здание символизирует Америку, 36 колонн, это 36 штатов, которые объединились на момент убийства Линкольна. А Линкольн — это одна из главных американских исторических фигур, национальный герой, человек, который отменил рабство, объединил Америку. Линкольн знаменит тем, что это автор наиболее ярких цитат о свободе, которые легли действительно в основу устройства американского общества. Человек, который ценил свободу больше, чем что бы то ни было на свете. Можно разбирать личность Линкольна, можно обнаруживать там очень много сложного и противоречивого. Но есть нечто, чему он не изменял никогда и с чем согласны все поколения американцев. Это нечто, кажущееся иностранцам порой наивной,
уверенность в том, что нет ничего в этом мире дороже свободы. У Линкольна есть очень много разных цитат на тему свободы, но есть одна, которую я просто хочу зачитать слово в слово. «Кто отрицает свободу другого, сам свободы не заслуживает. Если тут наступит деспотия, я предпочел бы эмигрировать в страну без претензий на любовь к свободе. В Россию, например, где деспотизм может считаться чистым, без низменной примеси лицемерия. Я не хотел бы быть рабом, не хотел бы быть рабовладельцем. Это и есть мое понимание демократии». Для того, чтобы свободой могли воспользоваться все, необходимо разработать свод правил и законов, которые будут это пользование свободой регулировать. Именно так полагал Линкольн, именно так считают американцы, и поэтому отличительная черта Америки – это такая сонастроенность свободы с одной стороны и правил, законов с другой стороны. И именно поэтому американцы очень трепетно относятся, когда кто-то пытается вмешаться в то, как устроена их страна. И вот сейчас, мне кажется, когда на протяжении уже многих лет российская пропаганда говорит о том, что в Америке все меньше и меньше свободы, что Америка чуть ли не на грани гражданской войны. И действительно есть серьезные противоречия между республиканцами, демократами, американцы сами этого не скрывают. Мне кажется, очень важно понять, не наступает ли сейчас в Америке как раз тот самый момент, о котором тогда говорил Линкольн. Мне кажется, что нет, но, наверное, лучше об этом спросить самих американцев. В этом мы попробуем разобраться во время нашего путешествия. Что вам скажут ценители русских скреп, когда вы заговорите про свободу в Америке? ЛГБТ-сообщество спокойно выходит. Прайды, месяц терпимости. Скажешь запретное слово, тебя будут за это осуждать. Культура отмены. Она у нас, правда, сейчас тоже развивается, но там эта культура отмены на примере Джонни Деппа очень хорошо сработала. А в России свободы слова больше для большинства. В Америке для меньшинства. Если ты меньшинство там, то у тебя все вообще на мази. Мы свободны для того, чтобы свободны были следующие поколения. У них свобода закрепощает настолько, что о будущих поколениях трудно вообще говорить. Я вот, например, не считаю себя консервативным человеком, но я думаю, что в каждом из нас, даже вот во мне есть вот какая-то вот эта вот консервативность. Даже привести примеры вот ориентации нетрадиционной. То есть у меня много знакомых, я с ними общаюсь очень хорошо, но недавно как раз я сидел дома, и меня жена спросила: вот представь, у тебя ребенок, он к тебе подходит и говорит: слушай, пап, я люблю мальчиков. Вот, и я ей так, ну как-то так невзначай, так типа, вот, но я не отношусь к этому как-то негативно, но внутри где-то у меня это есть. Давайте узнаем у самих жителей Америки, как их ограничивают эти страшные меньшинства. А начнем с нашей с вами соотечественницы, которая переехала в США. Ты откуда вообще? Я родилась в Волгограде, никогда там не жила и прожила 13 лет в Магадане, поэтому на вопрос в Магадане? Да. Так, еду супер. в Магадан. И из Магадана Я из Магадана. В 14 лет переехала в Калининград. Так. Прожив там 5 лет, я уехала в Америку учиться. И как быстро ты нашла здесь своего человека? И вообще, ты планировала здесь искать своего человека из серии, как в конце 80-х, начале 90-х люди там мечтали: уеду в Америку или в Европу, выйду замуж за иностранца, вот это все? Ну, у меня не было мечты выйти замуж за иностранца, но также у меня не было стигмы, что мне нужен русский человек. То есть у меня не было такого, что я скучаю по культуре, и это только должен быть русский. А встретила молодого человека я тогда, когда не ожидала. Я в магазин ходила. И в магазине 3 раза столкнулась со своим будущим мужем. И на 3-й раз я уже поняла, что все надо заворачивать, брать. В магазине это было, то есть ты у одной полки, у другой, у третьей, и такая, ну ладно. На 3 разных этажах. Мы столкнулись на 1-м этаже, он извинился, убежал. Столкнулись на 2-м этаже, он мне сделал такой красивый комплимент, опять убежал. То есть это спланировано с его стороны были столкновения? Тебя преследовал просто? Ну, мы подшучиваем, что это я его преследовала, потому что это была моя грин-карта. Окей, у тебя есть дети? Да. Сколько и сколько им лет? У нас есть 1.
мальчик, ему 5 лет, будет 6 в декабре, зовут Захарий. Одна из таких, наверное, центральных тем сегодня пропагандистских в России, это показывают вот загнивающий Запад с той стороны, что вот в России есть какие-то консервативные ценности, нормальная там семья, мама, папа, вот мальчик, девочка и вообще вот все хорошо, а в вашей Америке твой мальчик там через год уже начнет ходить в женском платье, вот эти вот там парады, не пойми что, в общем, просто кромешный ужас и кошмар. И вот как тут можно вообще воспитывать и расти детей в таком обществе? Ты можешь рассказать, во-первых, ну, насколько тебе все-таки, человеку, который вырос в России с представлением каких-то традиционных наших русских ценностей, здесь что-то было в диковинку, и сталкивался ты с каким-то, ну, давлением, может быть, со стороны американского общества? Как я выращиваю своего сына, он у меня мужчина, он мне говорит, я русский, он такой же русский, как и американец, и это его выбор, и слава богу, его выбор был. А в школе нет такого? Потому что еще, опять же, многие рассказывают, что в школах прямо ужасно, что родителям вообще не дают воспитывать, навязывают свое представление. Вот. Нет, в нашей школе все, я думаю, нам очень повезло. Слава богу, я не сталкивалась с тем, где нужно делать какой-то выбор или проводить разговоры с учителями. Единственное, в прошлом году, когда он еще был в садике, мы получили листовку, где говорили, что будут проводить классы с детьми, где будут объяснять мальчики, девочки в плане именно и отношений, и геи, и спрашивали наше разрешение. В каком это классе? Это был pre-K, то есть это садик, последний год садика. То есть в детском саду им уже объясняли вот эти гендерные различия? Но они спрашивают разрешение. И я подписала... И ты могла отказаться? И я отказалась. Ты отказалась? Почему? Да. Потому что если я не могу сейчас своему ребенку объяснить, откуда берутся дети, и сам факт полового акта, и вот эти подробности ему дать, почему я буду сейчас объяснять ребенку, что существуют люди, которые родились мальчиками, считают, что они должны быть девочками. Я не считаю это уместным в этом возрасте, и я считаю, что моим долгом было отгородить моего ребенка. А сколько родителей еще отказалось? Честно сказать, ну, как-то этот вопрос не обсуждался между родителями, но я знаю лично знакомые, которые мои, 2 еще пары отказались, и 1 пара, они подписали, не сказали, мы ничего не видим здесь такого, они же не будут там в картинках все показывать. Соли согласен, ее муж американец. В мое время отца не демонизировали за то, что он учил сына быть мужчиной. Однако в наши дни многих оскорбляет тот факт, что вы мужчина. С институциональной точки зрения, школьная система навязывает условия, в которых ребенок должен пользоваться одной уборной с кем-то, кто ощущает себя представителем не того пола, каким по факту является. И это нужно как-то объяснить 5-летнему ребенку. Это сложно. Вы еще даже не объяснили ему, как происходит половой акт, как работают половые органы и так далее. В прошлом году в США училось около 1 миллиона иностранных студентов по данным Institute of International Education. По сравнению с 2021 годом количество иностранцев-первокурсников выросло на 80%. Америка привлекает студентов со всего мира, ведь здесь расположены одни из самых престижных вузов мира, офисы основных международных компаний и акселераторы для стартапов. Образование и стажировки помогают найти работу в одной из ведущих мировых компаний. А еще в США предоставляют множество образовательных грантов и стипендий от государства, общественных организаций, коммерческих компаний или университетских фондов. Как иностранцу поступить в американский вуз и получить такую финансовую поддержку? Основательница компании «Стадия Америка» Мария Гурьева окончила Колумбийский университет, провела сотни интервью с иностранными студентами и посетила около 50 приемных комиссий ведущих американских вузов. В итоге она разработала стратегию поступления в университеты США и уже 13 лет помогает иностранным абитуриентам. Как уверяет Мария, прохождение ее курса и выполнение всех заданий гарантирует поступление в американский вуз. По ее словам, в прошлом году все клиенты «Стадия Америка» получили частичное или полное финансирование на обучение в Штатах.
В Стадии Америка помогают подобрать вузы, подготовиться к экзаменам, заполнить документы для поступления, получить грант или стипендию и оформить визу. Во время поступления абитуриентов сопровождают эксперты Стадии Америка, в том числе психолог и специалист по профориентации. Чтобы узнать детали поступления в США на программы бакалавриата или магистратуры, рассчитать ваши шансы на поступление и на финансовую помощь, запишитесь на консультацию по ссылке в описании к этому ролику. Если вы решите подавать документы, то по промокоду Варламов вы получите скидку 10% на сопровождение от Стадии Америка. В России главными консерваторами считаются пенсионеры и жители провинции. А как с этим в Америке? Будут ли они тоже ругать современные нравы? Скоро узнаем. Но для этого надо улететь из Нью-Йорка. Заодно и аэропорт посмотрим. Этот отель единственный отель, который находится практически вот внутри терминалов аэропорта JFK в Нью-Йорке. И если вам нужно скоротать время между рейсами и вы не хотите отъезжать куда-то далеко от терминалов, то, наверное, это лучший вариант. Потому что, во-первых, история, ну а во-вторых, близко и удобно. И отель, он похож действительно на терминал. Какие-то спят люди, какой-то народ с чемоданами. Выглядит все это не так роскошно, как это на прайсе, потому что отель не дешевый. Чтобы вы понимали, самая дешевая здесь комната с налогами стоит $440. А если хотите вы с видом, особенно если вы хотите с видом на летное поле, то это будет гораздо дороже. Но это не просто отель, это еще и музей. Здесь по всему отелю расположены различные экспонаты 60-х годов. Здесь есть форма бортпроводников и пилотов старые, какие-то старые машины и огромное количество вот исторических, уже практически антикварных предметов интерьера. Например, вот эти вот старые телефоны. Написано, что нужно 10 центов, чтобы позвонить. Я не знаю, работает они или не работает. Нет, монетки не работают. Это обычный внутренний, можно на ресепшн позвонить или кому-то в номер в этом отеле. Но вот очень классно сохранили, и история здесь чувствуется на каждом шагу, везде подлинные предметы. Мы сейчас находимся здесь внутри, и что интересно отметить, ты вот когда смотришь на то, как проектировали раньше, это 60-е годы, в 62 году от терминала открыли, проектировали вот это после войны, в 50-е, 60-е. И какое внимание здесь уделено деталям. Здесь практически нету типовых элементов. То есть мебель индивидуальная, все формы индивидуальные, двери, какие-то элементы, поручни на лестницах и все остальное, все сделано практически, все по индивидуальному проекту. И это то внимание, которое раньше уделяли архитектуре. Сегодня большинство зданий, которые мы видим, они все очень похожи, они очень такие типовые, и редко встретишь, чтобы прямо архитектор даже мебель, например, специально для здания проектировал. Потому что сегодня мы спешим, сегодня заказчик экономит деньги, не до роскоши. А раньше вот роскошь была, да, но это роскошь не в золоте. Здесь все сделано из таких вот простых материалов: бетон, стекло, там, ткань, пластик. Да, но насколько круто все это смотрится, и сегодня ты здесь ходишь и восхищаешься этим зданием. И здесь на перроне стоит старый самолет. Самолет отреставрирован, и это не просто декорация, внутри этого самолета находится бар. Одна из таких интересных деталей в этом терминале — это часы, которые подвешены вот в самом центре этой, не знаю, гигантской раковины, птицы. В общем, висят часы, как такая маленькая жемчужинка. И опять же, обратите внимание, да, на детали, что часы были специально придуманы, для них найдено какое-то отдельное место, и они являются такой своеобразной доминантой этого пространства. Как я уже сказал, это не просто терминал, это еще и музей. Здесь по всему вот этому зданию раскиданы различные музейные экспонаты. Например, на втором этаже есть выставка форма бортпроводников. И можно посмотреть, вот, какой багаж был, какая раньше была форма, написано вот даты: 55-й год, 60-й, 65-й. Вот как люди ходили до 71-го года. Посмотрите, прямо красная шапочка. Открытые чемоданы. Можно посмотреть, что могло быть в чемодане тогда у пассажира. Есть какие-то билеты, значки, наборы, тревел-наборы. Вот кто бы мог подумать, да, сегодня летаешь, когда в бизнес-классе, очень редко, тебе дают этот набор,
И ты думаешь, это какое-то новшество? Нет, вот смотрите, 70-е годы, те же самые наборы, может быть, даже лучше, духи давали. Сама авиакомпания TWA легендарна, была одной из крупнейших американских авиакомпаний. К концу прошлого века она разоряется, ее поглощает конкурент American Airlines. У American Airlines терминал уже свой был в JFK, поэтому этот терминал им был не нужен, который достался им вместе с приобретением TWA. Поэтому терминал этот переделали, собственно, под отель. На самой авиакомпании больше не существует, но американцы ее помнят, любят. А вот так вот выглядит ресепшн. Это бывшие стойки, где вы регистрировались на рейс. И что интересно, даже осталась эта лента для приема багажа. Сейчас она не работает. Хотя было бы круто, что ты регистрируешься на ресепшене, отдаешь паспорт, свою кредитную карту, у тебя забирают багаж, как в аэропорту, и отправляют его только не в самолет, а в твою комнату. Есть еще над чем работать. Ну и, конечно, главная жемчужина этого терминала, вот это вот потрясающее табло. Рейс там не существующий, то есть это просто сейчас такой декоративный элемент. По тем временам, когда терминал открыли в 1962 году, это было первое электромеханическое табло в Нью-Йорке. Вот это вот щелкающие, да, эти штучки. Сейчас такого уже не увидишь, ушла эпоха, тогда это было просто верх технологий. Но опять же, обратите внимание, как архитектор проработал вот эту вот стойку перед ним, саму конструкцию, на которой это табло крепится, то есть сколько внимания к деталям, насколько футуристичный дизайн, который даже спустя 60 лет выглядит чем-то необычным, люди на фоне его фотографируются, и вот это круто, это суперсильная архитектура, которая живет десятилетиями и остается актуальной на долгие годы. Ну и чтобы еще больше было погружения в эпоху 60-х, перед входом припаркованы ретро-автомобили. Прямо представляешь, как в 60-х годах кто-то сюда прямо подъезжал, брал сумочку и шел сразу на рейс. Не было еще недосмотров, ничего. И, кстати, можно еще обратить внимание, как тогда был сделан этот терминал с точки зрения вот конструкции. Когда мы смотрим на это здание издалека, оно такое воздушное, похоже на какую-то, я не знаю, там бабочку, какой-то скелет какого-то дракона, не знаю. Сами придумайте, на что это похоже. А когда подходим вблизи, мы видим, например, следы опалубки. Видим, насколько сложной была эта опалубка. Они оставили прямо на бетоне. Хотя могли, наверное, как-то заполировать, оштукатурить, но вся опалубка видна, и видна вот та работа, которую проделали строители, чтобы это потрясающее здание построить. Ну, чтобы было больше погружения в 62 год, на стенах висят исторические фотографии, рассказывается о той эпохе. Здесь такое есть интересное сравнение, вот, сравнивать 62 год и сегодняшнее время. Население США, да, 186 миллионов против 331 миллиона. Средняя стоимость нового дома была 12,5 тысяч долларов, а теперь 268. Вот. Средняя стоимость машины тоже более чем в 10 раз. Было почти 3000 долларов, сейчас 37 876. И галлон бензина стоил 28 центов, а сейчас 2,60. Ха-ха, уже давно не 2,60. Конечно же, за 2,60 вы сейчас бензин не найдете. Сегодня он стоит там 3,70, 4. Ну, надо менять. Цены растут очень быстро. Ну и прямо из терминала есть такая гигантская вот кишка, переход с такой интересной подсветкой. Непосредственно в 5-й терминал уже действующий аэропорта JFK. В то время, когда вы были молоды, когда вы были тинейджером. Что, на ваш взгляд, хорошего было в Америке, чего в ней нет сейчас? Наверное, было больше толерантности. Мы были более терпимы. К темнокожим, к бедным. А про богатых мы думали, вот здорово, надеюсь, и я смогу стать богатым. А разделили нас политики. Просто невероятно. Извините, конечно. Подождите секунду, звучит, конечно, хорошо, но это же не совсем так. Вы говорите, что в 30-е годы американское общество было более толерантным, чем сейчас. А как же расовая сегрегация, притеснение темнокожего населения, права женщин и так далее? Это было до движения за гражданские права.
И я имел в виду, что мы были толерантными внутри нашей группы. Да, мы были разделены, но я не был негативно настроен к темнокожим людям. Совсем нет. Мы сталкивались в каких-то моментах в жизни, да, не так часто, но я никогда не смотрел на черных и не думал от них одни проблемы. Я просто смотрел на них, как на людей с темной кожей. А сейчас политики заставляют нас ненавидеть черных, что абсолютно неправильно. Наши политики говорят, что сделали все возможное, чтобы помочь чернокожему населению, чтобы решить эту серьезную проблему. Но по факту они разрушили черные семьи. Жизни черных важны. Это неверно. Должно быть важны черные отцы, потому что отец играет огромную роль в семье. Надеюсь, у вас были хорошие отцы. Другая претензия к свободе в Америке – это блокировка ведущими соцсетями Дональда Трампа. Это произошло после выборов президента, которые Трамп проиграл, и штурма Капитолия его сторонниками. Тогда Трампа обвинили в призывах к насилию. Он действительно призвал своих сторонников выйти на протесты к Капитолию, так как выборы были, по его словам, сфальсифицированы. Но можно ли считать его фразу «будь там, будь яростным» призывом к насилию? Вопрос спорный. 6 января 2021 года, после митинга, который проходил здесь недалеко, около Белого дома, сторонники Трампа по его призыву идут к Капитолию, а дальше начинает происходить уже что-то пошло не по плану, потому что люди сметают охрану и врываются в здание Капитолия. В результате тогда штурма Капитолия погибает 5 человек, более 150 получают ранения. Кадры этого штурма облетают весь мир. Ну, на самом деле, главный вопрос, который остается открытым до сих пор, по плану или не по плану. То есть, был ли штурм Капитолия спланированной акцией? Есть люди, которые абсолютно уверены, что да, это была спланированная акция, в результате которой просто не получилось. А план был на самом деле, конечно же, сорвать голосование, сорвать процесс сертификации выборов, чего, собственно, и требовал Дональд Трамп от вице-президента Майка Пенса, и что к этому штурму на самом деле готовились. Так, повторяю, утверждают те, я бы назвал их все-таки конспирологами, которые считают, что штурм был спланированной акцией. Есть, конечно, конспирологи с другой стороны, со стороны республиканцев, трампистов, которые тоже считают, что это была спланированная акция, но спланированная специально демократами для того, чтобы подставить Трампа и подставить республиканцев. И что на самом деле это было абсолютно мирное шествие, и никакой агрессии, насилия, тем более смертей никто не планировал. Так или иначе, расследование идет уже давно. Расследование ведут, с одной стороны, специальная комиссия Палаты представителей США, с другой стороны, ФБР. Арестовано было порядка 700 человек, еще сотни находятся в розыске, очень много повесток, очень много дано показаний самых разных людей, от участников непосредственно акции до высокопоставленных представителей американской администрации. Есть те, кто отказались давать показания, но, повторяю, ни ФБР, ни спецкомиссия пока ответа на вопрос, была это спланированная акция или нет, так и не дали. Конечно, его последствия будут расхлебываться еще очень и очень долго. Главное последствие — это, конечно же, раскол нации, еще более усугубившийся, на тех, кто считает, что никакого штурма не было, на тех, кто считает, что штурмы преступления были, на тех, кто считает, что Трамп никого не призывал к насилию, и на тех, кто считает, что нет, Трамп призывал к насилию. Собственно, например, даже блокировка аккаунта Трампа в Твиттере, это тоже одно из последствий этого штурма. Последствий много, и, конечно, одна из наших серьезных задач — это поговорить с американцами, с максимальным количеством американцев, которые бы высказали разные точки зрения, что они думают по поводу того, что же это было, к чему привело, и самое главное, что будет дальше. Да, после штурма все крупнейшие социальные сети, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitter, они заблокировали аккаунты Трампа. И Дональд Трамп сказал, что это, помимо всего прочего, наступление и атака на свободу слова, тоже важную ценность. Как вы уже поняли, с момента, когда мы с Ильей записывали наши разговоры о блокировке Твиттером аккаунта Дональда Трампа, кое-что изменилось. Во-первых, Твиттер купил Илон Маск. Во-вторых, став хозяином Твиттера, он первым делом разблокировал аккаунт Трампа.
В-третьих, еще он разблокировал странички сразу нескольких российских госучреждений, включая МИД, Минобороны и многие российские посольства. По такому случаю в парламенте, в Думе даже предложили задуматься о том, чтобы снять блокировку Твиттера в России. В-четвертых, в декабре 22-го Маск заблокировал сразу несколько аккаунтов журналистов мировых медиаизданий, в том числе Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс и CNN. Представитель Твиттера объяснил, что это связано с новым правилом сервиса, согласно которому блокировке подлежат аккаунты, где распространяется информация о местонахождении людей в реальном времени. Однако, несмотря на это объяснение, Маска все равно обвинили в том, что он ограничивает в свободе слова тех, кто нелицеприятно высказывался о нем лично, как о плохом медиа-менеджере. Все эти блокировки-разблокировки интересны ровно по той причине, которая звучала в наших разговорах с американцами. Они подтверждают простой тезис о том, что Twitter – частная компания, а потому проводит ровно ту политику, которую хотят проводить ее владельцы и топ-менеджмент. Никакой президент или государственный деятель не может повлиять на политику компании. Скажем, сейчас Джо Байден, как бы он ни относился к факту разблокировки Трампа, не в состоянии уговорить или тем более приказать Маску снова заблокировать своего главного политического соперника на предстоящих выборах. Так что опасения по поводу неравного доступа кандидатов в президенты к медиа и соцсетям, которые вы слышали, совершенно точно не оправдались. Повторю, в Штатах ни правительство, ни даже суд не в состоянии ограничить доступ того или иного гражданина к медиа. Это могут сделать только владельцы медиа. А поскольку из средств массовой информации владельцев здесь очень много, полностью изолировать даже самого неудобного и одиозного политика попросту невозможно. И это, конечно же, одна из тех главных свобод, свобода выбора и доступа к информации, на котором стоит это общество. Выборы будут конкурентными, если у одного из кандидатов, в данном случае у Трампа, но мы можем представить абстрактного кандидата, который не понравится либеральным медиа и соцсетям, не будет доступа к миллионам своих избирателей, не будет возможности для коммуникации. Ну, если напрямую... Будут ли такие выборы конкурентными и если честными? отвечать напрямую на твой вопрос, то ответ нет. Если ты просто хочешь, чтобы я сказал нет, то нет. Но то, что ты описываешь, это не то, к чему мы сейчас идем. Потому что, опять же, основная масса людей, которые пытаются сесть на места позиции в государстве, их никто не будет нигде блокировать, они имеют доступ ко всем сетям и так далее, и так далее. Если ты скажешь, а вот если через 5 лет Twitter просто заблокирует всех республиканцев вообще и так далее, естественно, тогда это будет хуже для выборов, потому что действительно люди не смогут понимать, кто действительно где и как. Хотя Twitter — это не единственная организация, которая распространяет голоса людей, и, опять же, свобода слова тут есть, люди могут выйти как угодно. Стоп, назови мне хоть одну крупную социальную сеть, которая не заблокировала Трампа, и где есть хоть какая-то большая аудитория. Если у них есть аудитория или нет, это уже выбор аудитории, правильно? Они сами могут перейти куда хотят. Не могут, потому что когда Трамп сделал свою соцсеть, она открыта, ты можешь к ней подписаться. Да, но ты не можешь скачать на свой iPhone, ты не можешь скачать, потому что Google и Apple, они сказали, мы выкинем это приложение из магазина. И это опять, потому что я говорю, что это опять цензура, потому что я могу, заходить криво куда-то там на эту сеть, но ты же понимаешь, что это не работает. Как организатор, и я уверен, мы об этом поговорим, как организатор нового предприятия, которое борется с цензурой, и которое изобрела механизм обходить все эти препятствия, я могу тебе сказать, что это, конечно, я не согласен с Google и с Apple по многим вещам, и с этим тоже, но свобода слова, если человек действительно заинтересован знать, что Трамп или такие, как он, думают, то мест для их знакомства бесконечно. Во-первых, Twitter — частная компания. То есть Twitter не представляет американское правительство. Не было такого, что пришли власти и сказали, Трампа не должно быть в Твиттере. Twitter сам, как частная компания, приняла решение о блокировке его аккаунта. Причиной такого решения был призыв Трампа к насилию. Если мы с вами откроем свою компанию, какую-то социальную сеть, и она станет популярна, и вдруг кто-то запостит в нашей социальной сети видео с призывом кого-то атаковать,
Думаю, в таком случае мы, как основатели компании, можем решить, что нам такой контент не нужен. Это совсем не означает, что я согласен с решением Твиттера. Не думаю, что они поступили правильно, но здесь важно различать американское правительство и частную компанию, принимающую решения. Да, но дело в том, что частная компания Twitter по факту является монополией. Можно ли в таком случае считать выборы честными и конкурентными, если у одного из кандидатов нет доступа к такому ресурсу, как Twitter? Мне кажется, это все-таки единичный случай в политической жизни Америки. Никогда ранее крупных американских политиков не блокировали в главных мировых соцсетях. Является ли Twitter монополией? Конечно, в некотором роде да. Но есть также Facebook, Instagram. На рынке масса других социальных сетей. К ним у него тоже забрали доступ. Это правда, но у него все равно очень много подписчиков. В борьбе с Трампом очень активны были крупные либеральные СМИ, но американцы склонны считать это свободой мнений, а не цензурой. Называть это цензурой, мне кажется, неправильным использованием этого слова, потому что есть такие органы, и New York Times, естественно, имеет склонение к таким мыслям, и люди, которые работают на New York Times, они подвергаются идеологии, если так можно ее назвать, которая там сейчас главит. И человек, который работает на New York Times, если он решит что-то написать без их оправдания, и оно как-то противоречит вот этой идее, действительно их можно... Повесточки назовем это. Окей. Их могут уволить, и на них может навалиться, естественно, социум через Twitter и так далее, который их, опять же, может им испортить жизнь. Все, что мы сейчас с тобой обсуждаем, это на самом деле очень просто. Это про издержки демократии. Про то... Издержки демократии? Про то, к чему Я рад, что приводит демократия. прозвучало это слово. Ну, слушай, у любого процесса, у любой истории есть издержки. Да? У большой скорости есть преимущество, что мы можем очень быстро доехать от точки А до точки Б. Но при этом есть издержки. Это возможность разбиться нахрен, правильно? Все, что мы обсуждаем касаемо Ютуба, там, Фейсбука, того, что они делают, это издержки той самой демократии. Потому что если бы, например, было бы авторитарное общество, то как только появился бы там Твиттер или Фейсбук, вызвал бы себе президент, ну, в смысле, президент Соединенных Штатов, президента Твиттера или Фейсбука, и сказал: значит так, ребята, вы сейчас будете подчиняться такому-то закону, равное время всем кандидатам и т.д. и т.п. Взял бы, принял закон, как работает это в Америке. Система сдержки противовесов. Есть президент, есть Конгресс с двумя палатами, которые контролируются часто разными партиями. Есть Верховный суд, где вообще судьи избираются пожизненно, да? Есть региональные суды, ну и так далее. Есть пресса, которая традиционно скорее либеральна, чем консервативна. Так просто всегда было во всех странах мира. Журналисты скорее либеральны, чем консервативны. Есть своя достаточно пассионарно активная часть общества, которая такая за конспирологические теории, которая всегда против всех, да, и которая достаточно жестко агрессивно настроена. Вот это все составляющие там американской демократии. И поэтому, когда появляются и начинают стремительно развиваться новые бизнесы, коим изначально являлся и Facebook, и Twitter, и YouTube, то начинается противоречие. Начинается противоречие между тем, на что имеет право собственник частного бизнеса, антимонопольным законодательством. Дальше то, с чем общество вообще никогда не встречалось в истории человечества, когда каждый благодаря этим социальным сетям стал, не просто получил право на собственное мнение было у всех всегда, но получил возможность этим мнением делиться с окружающими. И в результате, есть случаи, когда довольно необразованные, но харизматичные люди, такие вещи встречаются, согласитесь, да, стали лидером общественного мнения. Вот, кстати, интересно твое мнение относительно влияния соцсетей, учитывая то, что сегодняшние медиа, какие бы они ни были, там, государственные, негосударственные и так далее, они все больше завязаны на соцсети в плане распространения информации, потому что люди все меньше заходят на какие-то конкретные медиа, они все больше потребляют контент в лентах своих соцсетей. То есть я смотрю там в Телеграме, не знаю, в Инстаграме, кто-то смотрит в Фейсбуке, и у меня, например, есть такой хороший маркер
я считаю, у меня довольно грамотно сформирована моя лента. И я не смотрю специально никакие новости. Я считаю, что если что-то действительно важное произойдет, я обязательно это увижу у себя в ленте. Если у меня в ленте этого не было, значит, событие не стоит просто моего внимания, потому что... Ну, правильно, потому что ты подписался на все то, что, на твой взгляд, обеспечивает тебе полную информационную картину дня, недели. Да, то есть до меня эта информация дойдет. Ну и вообще люди все больше потребляют информацию через соцсети, и здесь появляется риск, учитывая, что соцсети становятся все более влиятельными и сильными, что какой бы ни было независимое, прекрасное, честное там медиа, но если завтра, например, тот же самый Facebook или тот же, вот я могу как YouTube тебе, да, сказать, я сижу на YouTube, и я понимаю, что если завтра YouTube перестанет продвигать мои видео по какой-либо причине, то есть они скажут, мы не продвигаем видео от белых мужчин кучерявых. Ну, потому что вот мы больше внимания уделяем людям, похожим на Валеру Сюткина. Я какой бы ни делал классный контент, его просто никто не увидит. И история с Трампом, она же такая очень показательная, да, что без решения суда, то есть еще не было вынесено относительно Трампа никакого решения суда, то есть без возможности себя защитить. Его просто в один день, его лишили доступа к миллионам его фолловеров и просто его заблокировали. Что ты думаешь по поводу этого будущего, где решение о том, что такое добро, что такое зло, что такое правда, что такое ложь, принимают социальные сети, их алгоритмы и их там, я не знаю кто, там, лично Марк Цукерберг. Хорошая тема. Лекция готова, время пошло. Значит, смотри, если серьезно, соцсети находятся еще, хотя им уже некоторым довольно много лет, некоторым уже 10 и больше, они, тем не менее, находятся в зачаточном состоянии по сравнению с масс-медиа, средствами массовой информации прошлого, да? Поэтому они проходят сейчас через эпоху тех испытаний, через которые другие медиа, в том числе телевидение, радио, не говоря уже о газетах, прошли так или иначе давно. И как раз история с блокировкой аккаунта Трампа в Твиттере, безусловно, одно из таких очень серьезных испытаний. Я тоже понял, что я совершенно неисправимый оптимист и идеалист. То есть даже если все умрут, все равно будет хорошо. Да. Ну, потому что потом будет что-нибудь еще, да? А на самом деле, то, что сейчас происходит с социальными сетями, совершенно очевидно, это этап становления, да? И даже если, несмотря на то, что там многим из них уже 15 лет, 17 лет, YouTube у нас какого, с 2005 года, по-моему, да? Все равно это ничто по сравнению с той эпохой, которая пришлась на жизнь газет, журналов, потом радио, это все-таки больше сотни лет уже коммерческим радиостанциям, и телевидению, которому тоже уже скоро там будет 100 лет. Мы говорим реально про 10 лет развития. Так что это еще просто младенчество. И понятно, что правила игры вырабатываются прямо сейчас. И понятно, что люди делают ошибки, учатся на этих ошибках. На мой взгляд, это ровно то, что происходит. История с блокировкой аккаунта Трампа в Твиттере, она вот ровно про это. Мне кажется, что это очень здорово, что эта история вся случилась. Я всегда говорил, что здорово, что Трамп случился в жизни Америки, при том, как бы я там к нему не относился, да, потому что это вызов, это возможность раньше, а не позже проверить себя на прочность. Вот история с Трампом, с блокировкой его в Твиттере, это проверка на прочность. Другим испытанием свободы слова в Америке могла бы стать тема войны в Украине. Все вы знаете, что в России говорить о ней свободно запрещено. Даже называть войну войной запрещают. Кто-то может подумать, что в США все тоже ограничено, но только с другой стороны. Дескать, нельзя защищать Россию и можно высказываться лишь в поддержку Украины. Люди, которые поддерживают войну, они все равно об этом впрямую не говорят. Либо они говорят это анонимно и не соглашаются говорить под запись. То, что мы называем, да. То есть я общалась с разными людьми, мои какие-то знакомые меня знакомили со своими знакомыми, которые они знают, что поддерживают эту войну. Или как минимум считают, что не все так однозначно. Но эти люди отказываются говорить, когда вот хочется включить диктофон, да, я говорю, можно я включу диктофон? Они ничего не говорят, они не хотят представляться. И когда я спрашиваю, почему,
чего вы боитесь, вы в свободной стране живете, они говорят: о, да что вы говорите, ни в какой свободной стране мы не живем. То есть они не считают США свободной страной. И здесь тоже чего-то боятся. Мы буквально вот разбирали на моем классе, я беру класс по международной безопасности, и мы буквально разбирали, есть американский историк Мерсхаймер, по-моему, да? Вот, да, Мерсхаймер, у него было как раз такое мнение, что Россию по факту вынудили из-за того, что НАТО расширялось, и Америка пыталась Украину взять в зону влияния, и поэтому, да, Россия напала. И он когда спрашивал, что мы об этом думаем, я не услышала ни одного, у меня класс, по-моему, человек 20 был, то есть никто не согласился, но выборка из 20 человек, я не знаю, насколько она показательна, но да, я не слышала. Никто не... Смотри, я хочу понять, да, никто не согласился, потому что они действительно с этим не согласны, или потому что, если ты выскажешь, например, скажешь: да, чувак, это действительно так, если ты так думаешь, ты же можешь так думать, правильно? Если ты скажешь, что да, действительно так, вот Америка, например, спровоцировала Россию, и вообще там Америка во всем виновата, как часто в России некоторые ребята говорят, то ты просто окажешься здесь изгоем, тебя там закэнселят, не знаю, там отчислят, лишат стипендий, люди просто боятся, возможно, какие-то вещи говорить. Мне кажется, в плане именно каких-то вот таких вот политических высказываний тут культура отмены работает намного меньше, чем там в плане того же расизма, феминизма, вот таких тем. Или аборты даже, то есть те темы, которые именно для американцев непосредственно ближе, вот там можно встретить культуру отмены. Мне кажется, именно когда обсуждаются какие-то международные отношения, политическая ситуация, опять же, я не встречала, то есть я могу только за свой опыт говорить, но я никогда не слышала, чтобы отменяли за какие-то политические взгляды, прям отменяли. То есть с тобой могут не согласиться, могут попросить там какие-то аргументы привести, но отменять тебя из-за этого, переставать с тобой общаться или ставить в позицию изгоя никто не будет. История заключается в том, что Америка, конечно, совершенно ужасная страна, и вы это прекрасно знаете. Поэтому в этой ужасной стране такое бывает, чтобы профессоры, которых называют кремлевскими пропагандистами, работали в университетах, таких крупных, как UCLA, Калифорнийский университет, да, и делили свои точки зрения о войне с огромным количеством студентов. Он до сих пор работает, этот профессор? Нет. И университет работает, представляешь, не закрыли сам до сих пор. профессор, это профессор UCLA, так думают про как раз этого Джона Мершаймера, сам он работает в Ю-Чикаго. Сам он так не думает, разумеется, он не считает себя пропагандистом кремлевской точки зрения. Он работает, его никто не уволил. Его никто не уволил, но он очень значимый профессор, то есть у него есть tenure, то есть его никто не может уволить. Есть такое понятие, как бы tenured профессор, то есть у него есть он настолько крутой, что его не совсем могут уволить. То есть его могут отстранить от занятий. То есть Байден не может позвонить ректору университета и сказать: так, его нахер, чтобы завтра и духу его здесь не было. Наверное. Или я тебе не дам орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Я не знаю. Или лишу дачи. Как видите, в Америке можно публично говорить даже то, что, может быть, не очень нравится власти и большинству людей. В России сейчас такое уже кажется немыслимым, учитывая, что с февраля 2022 года у нас заблокированы уже тысячи сайтов и закрыли десятки СМИ. В Штатах тоже озаботились свободой слова в России и создали проект «Самиздат». Он открывает доступ к заблокированным СМИ без любых дополнительных приложений. Меня зовут Сэм Гроссман, я главный операционный директор «Самиздат онлайн». До этого я 20 лет работал продюсером комедийных передач на телевидении. Жил в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Как вы пришли от комедийных шоу к такому политическому проекту, как «Самиздат»? Во-первых, и то — это сфера медиа. И есть в этом некий черный юмор. Происходит много всего ужасного. Но идея того, что информацию могут просто заблокировать, что вам могут просто запретить узнавать что-то, настолько абсурдно, что это даже смешно. Когда мне впервые рассказали про этот проект, я сказал: здорово, классный проект, удачи вам, и все. Но в итоге мы продолжили обсуждать его, и позже я понял, что у этого проекта на самом деле огромный потенциал. И не придумать лучшего способа поменять чье-то мнение, чем предоставить им всю информацию. Вы знаете, что происходило в России последние 22 года, верно? Знаете, что происходило в Северной Корее, в Иране и в других авторитарных странах. Как думаете, может что-то подобное случиться с Америкой?
Потому что мы немного поездили по стране и слышали, как демократы говорят, что если Трамп снова придет к власти, с Америкой случится то же самое, что было и с Россией эти 22 года. А когда мы разговаривали с поклонниками Трампа, они говорили, что если к власти придут демократы, особенно ультралевые, то здесь в конце концов установится диктатура. Что меня больше всего пугает, это то, что произошло с НТВ в России в 2001-м. Захват НТВ? Да. Вы об этом слышали? Ну, конечно. Что значит «ну, конечно»? Американец знает о таком событии. Даже в России не все знают. Это же было 21 год назад. Да, но знаете, когда вооруженные силы приходят в студию канала, который не отличается особо проправительственными взглядами, это пугает. С точки зрения демократии это ужасает. Думаю, у нас здесь происходит что-то подобное, но в более мягкой форме. Я говорю про такие жесткие новостные каналы, как Fox News, OAN. Вы говорите в более мягкой форме. Но в студию НТВ пришли вооруженные люди. Здесь тоже приходят вооруженные люди в студии телеканалов? Нет, но проблема была в том, что НТВ освещал события не так, как хотелось бы Кремлю. А после силового захвата НТВ стал работать по методичке Кремля. После этого им удалось однажды ночью рассказать зрителям, как их журналистская карьера закончилась, а потом им пришлось, в общем-то, сдаться. В итоге пали и все остальные. С тех пор, кстати, все телевидение в России, насколько я знаю, подчиняется государству. А журналистика заключается в том, чтобы подать все так, как угодно Кремлю. Еще свободе слова в Америке очень помогает то, что здесь вы можете услышать разные, порой противоположные точки зрения. Каким источникам информации вы доверяете? Откуда вы узнаете новости? Лично я? Да. Что вы, например, читаете или смотрите по утрам? Я стараюсь смотреть разные новостные каналы. То есть смотрите новости по телевизору? Да, смотрю и CNN, и Fox. Мне важно видеть более общую картину, понимаете? Я изучаю разные источники, чтобы услышать разные мнения. Мне интересно, что говорят люди разных взглядов. Мое любимое — это сначала посмотреть новости на MSNBC, а потом переключить на Fox. Одну и ту же новость вам расскажут совершенно по-разному. Вот вы говорите «совершенно по-разному», а можете привести какой-то пример? Насколько по-разному? Например, протест, который проходил в Вашингтоне 6 января. Либеральные СМИ говорили, что это была попытка переворота. А какие-то другие СМИ могли бы, например, сказать, да это просто туристы гуляли вокруг Капитолия. Настолько разное восприятие. Правильно ли я понимаю, что CNN озвучивает только мнение либералов и никогда не консерваторов? Не могу сказать, что никогда, но в целом да. В зависимости от того, как вы относитесь к их новостным выпускам, вам может казаться, что CNN более правдивы, если вообще можно использовать это слово, чем, например, Fox News. А на Fox News дают высказываться каким-то либеральным экспертам, людям с другой точки зрения? Нет. Если бы давали, могли бы быть чуть лучше. Какие же они дураки, что называют мирный протест бунтом. Ну какой же это бунт? А вы что, не смотрите Fox News? Свобода в слове в стране зависит от поведения власти. Если никто не закрывает СМИ, которые критикуют президента, то и в маленьком городе никакой мэр не может закрыть неугодную газету или просто повлиять на ее публикации. Какие у вас отношения с местными СМИ? Если, к примеру, журналист из местной газеты возьмется за какое-то расследование, направленное против вас, просто потому, что вы республиканец, а он демократ. Что тогда будет? Да, такое может быть. Если то, что он пишет, правда, так тому и быть. Потому что то, что печатается вне зависимости от того, как я сам к этому отношусь, должно быть правдой.
Если мне что-то не нравится, я могу сказать об этом. То есть вы пригласите его на ужин и скажете: «Послушай, мне не нравится то, что ты делаешь». И это по большому счету все, что вы можете сделать. Да, именно так. То есть вы никогда не были голосом губернатора, мэра или какой-то политической партии, может быть, какого-то бизнеса. Нет, и лучший комплимент, который я получал, это когда люди спрашивают меня: «Так ты демократ или республиканец?» Никто не знал, какие у меня есть связи и каких взглядов придерживаюсь лично я. Потому что я занимался журналистикой как в былые времена. Так же, как и вы, вероятно. А может и нет. Я писал: «Вот новость», и не добавлял к ней своего мнения. Здесь важно понимать, кто финансирует прессу, откуда у данного СМИ деньги. Не знаю, как это работает здесь, это будет следующий вопрос. Но в России региональным изданиям тяжело быть независимыми, потому что им просто негде брать деньги. Рекламы нет. Потому что нет независимого бизнеса. Независимого бизнеса нет, поэтому приходится брать деньги у государства, если вы хотите работать. Или у каких-то крупных компаний. Поэтому независимым быть не получится. Наше издание было независимым, потому что мы продавали рекламу. Да, но это было 20 лет назад. А сейчас как? Газеты сейчас не могут. Простите, что перебиваю. Но сейчас все деньги в соцсетях, на Ютубе, в Инстаграме. Да, именно. И я думаю, местному бизнесу выгоднее рекламировать себя в Инстаграме, чем в местных СМИ. Интернет действительно играет очень важную роль. Сейчас эра новых технологий, газеты свое отжили. Сейчас их заменяют более совершенные средства распространения информации и мнений. Поэтому все рекламные деньги сейчас идут туда. А значит, газеты, как когда-то конные повозки, отходят в прошлое. Как мы поняли по истории с Трампом, на нашу свободу влияет не только правительство, но и корпорации. Особенно огромные монополисты из интернета, которые знают о нас почти все. Мы с Ильей сегодня обсуждали современные корпорации вроде Гугла. Они же все знают о нас, вообще все. То есть завтра они смогут диктовать нам, что есть. И в плане еды, и в плане идеологии. То есть лет через 10 они вполне смогут решать, с кем нам заводить семью, вообще будут делать любой выбор за нас. Так что же будет дальше? Google или кто-то еще? Будет какая-то одна организация, которая будет контролировать вообще все. Amazoogle. Да, Amazoogle. Amazoogle, Google Zone. И они будут принимать все решения за нас. В некотором смысле это уже происходит. Сегодня, когда вы покупаете что-то на Амазоне, вы даже не знаете, что вообще есть на рынке. Вы знаете только товары, представленные на Амазоне. Может быть, вы догадываетесь зайти на Etsy, если ищете что-то связанное с искусством. Но с другой стороны, зачем напрягаться? Закажите на Амазоне, и товар придет уже завтра. Так гораздо удобней. Если доставка так хорошо работает, зачем я буду тратить время? Лучше займусь чем-то еще. Чем удобнее становятся такие сервисы, тем больше мы позволяем им диктовать нам свои правила. Как нам строить семьи и как нам жить. Amazoogle решает за нас. Зная все о твоих предпочтениях, тебе завтра Google сможет формировать не просто твои вкусовые предпочтения или там еще что-то, он тебе жизнь будет создавать. Конечно. Он тебе жену выберет, да? Угу. А не ту, которая сначала тебе понравится, объяснить тебе, почему не это, почему та, ну и так далее. Через какое-то время ты будешь жить просто по чужой программе. Вот такой вот алгоритмический подход к контролированию народа, это, естественно, полностью все искажает. Люди не знают, что над ними производят такой эксперимент. Facebook все по последние 2 года опубликовал, и теперь как бы эта информация доступна всем, но, несмотря на это, люди не имеют какого-то такого, такого возмущения, где они просто все, как это может быть, что Facebook может просто... Ну, это такой... Совершенно никто не дал разрешения на это, правильно? Миллионы людей контролируются Facebook. Facebook показывает, что мало того, что они
испытывали это все работало. Они делают эксперименты, они ведут людей сюда так, и люди себя, ну, конечно, не все индивидуально, но масса может быть контролирована. И Facebook проверил, что, посмотря на, по-моему, там 50 или 75 лайков у какого-то человека, они знают все о нем. Просто видя, что человек 75 раз где-то лайкал, а у них уже есть полная картина, что это за человек, и они знают полностью, как этого человека дальше вести, и что ему подставлять, чтобы он делал то, что надо, а что от них надо, чтобы покупал то, что надо, правильно? Потому что Facebook сейчас заинтересован только в продаже чего-то. Окей. Ну, это еще не совсем плохо, правильно? Потому что, хорошо, это коммерция, они манипулируют, но они манипулируют для того, чтобы что-то продать. Ну, это плохо, но еще может быть намного хуже, правильно? А что, если они начнут просто манипулировать, кто будет на кем жениться, кто будет где жить, кто будет чем заниматься профессионально и так далее, и так далее. Действительно, а главное, а что плохого, если от этого ты счастлив? Для тебя составили меню жизни, да. И ты абсолютно счастлив. Да, ну, опять же, мы можем тут говорить 5 часов, правильно? Я не помню, если мы в прошлый раз заметили то, что в Китае выбора намного меньше, правильно? Люди живут в Китае, и они живут подвергнуты какому-то authoritarianism. Не уверен, как по-русски сказать это слово. Авторитаризм. Да, спасибо. И если спросить у среднего китайца, который не самый нищий, а просто у среднего китайца спросить, как они смотрят на свою жизнь, они могут пойти на рыбалку с детьми, они могут поехать за границу уже, они могут купить себе машину, они могут смотреть свои, я не знаю, если у них Netflix есть, но что-то подобное у них точно есть. И они скажут, у меня жизнь совершенно нормальная. А ты им скажешь, ну ты не можешь высказаться, потому что тебе не нравится Xi, тебе не нравятся государственные... Он скажет, и не надо. И не надо. Вот, правильно. Ну окей, а что происходит через 100 лет после этого, когда все живут очень эмоционально и как бы очень скромно, потому что за какие-то границы опасно вылезать, правильно? Они могут просто жить нормально, да? Все мечты, все размышления, все изобретения исчезают. Потому что для того, чтобы люди изобретали, они должны быть свободны мыслить, они должны быть свободны общаться, они должны быть свободны сказать что-то, что никому не нравится, и потом происходит такая вот мясорубка идей, и из этого происходит все, что у нас теперь есть. Если бы Китай заведовал всем последние 300 лет, то ничего бы этого не было. Так я об этом думаю. Америка, она сейчас стремится к тому же. То есть монополия соцсетей, которая становится все сильнее и сильнее. Да. Монополия корпораций, которые, да. опять же, начинают диктовать повестку. Да. И почувствовав свою силу, да, сегодня это коммерция, но да. завтра они будут выбирать президента. Сегодня они уже да. пытаются влиять на да. это так или иначе. А послезавтра, почувствовав, опять же, свою силу, они могут делать все, что угодно. Да. Могут. Но какой дурак не боится Закерберга? Это же... Цукерберга. Да, как по-русски Цукерберг. Зукерберг. Это монстр первого сорта, который захватил самую сильную, ну не захватил, он ее создал, но он так вписал себя в этот контракт, что его невозможно оттуда извлечь. Никто не имеет никакого голоса, кроме него. Ему кто-то может там шептать в ухо, но в конце концов они делают все, что он хочет. И он явно недостоин такой должности, явно. Подожди секундочку. Он жертвует огромное количество денег на благотворительность, на разные социальные программы, на помощь там самым разным людям. Да? Он молодой парень, продукт американской системы, американского общества, американских ценностей. А неужели он сам не понимает, что монополия – это плохо? Он же не хочет войти в историю диктатора. Ну, я не знаю, что он понимает, но явно он не ведет себя, как будто он понимает. Правильно? Он ведет себя как человек, который... Может быть, он диктатор, который не знает, что он диктатор. Может быть, Путин диктатор, который не знает, что он диктатор. Я не знаю. Мне кажется, что эти люди знают, что они делают. В России многие люди уверены в том, что... Ну, опять же, на примере России. В том, что государство, оно так или иначе контролирует, там, например, Цукерберг, что американские спецслужбы, они контролируют там Facebook, и если надо, они как в России могут позвонить и сказать, ребят, делайте то, то и то. Прецедент недавно в России не заследил, когда у Яндекса забрали Яндекс, забрали главную страницу, отдали ВКонтакте, это сейчас под администрацию президента, и у них забрали новости, у них забрали Дзен, и просто отжали, да, разорвали, сказали, ребята, теперь новости будут у нас. И никто из Яндекса из слова не сказал, не было никаких каналов, просто, видимо, это сделали как-то по звонку, объяснив им, что, ребята, вам нужно продать, отдать
если хотите дальше работать. Контролирует ли кто-то в США спецслужбы, какие-то отдельные политики, люди, я не знаю, кто-то, компании в Калифорнии? Я не вижу никакого, there is no evidence, в которой я вижу, что каким-либо образом государство как-либо контролирует вообще что-либо. Америка сейчас это просто аваланж, который едет по горе. Тут никакого контроля нету, тут демократического контроля нету, государство совершенно безалаберно ничего не может сделать. Тут просто куча денег и куча корпораций, которые в собственных интересах остаются за рулем собственных компаний и делают все, что делать деньги. Люди тут живут очень роскошно в основном. Тут, конечно, есть нищета, и она очень настоящая, но в основном люди тут действительно живут очень роскошно. И они не заботятся ни о чем таком, но тут действительно просто, но если государство этим как-то контролирует, то это единственное, чем они контролируют, потому что ничего другого они, очевидно, не делают. Я этого не вижу. Хорошо, все-таки, если мы говорим о будущем и об угрозе тотального контроля со стороны некой новой структуры, будь то Google, Facebook или некое новое правительство, которое будет решать за людей, что им выбирать и как им жить, то как этому можно противостоять? Например, я политический обозреватель, я знаю, как люди исторически противостояли диктатуре. Какие условия нужно соблюсти для того, чтобы сделать так, чтобы диктатор не появился в стране в течение такого-то времени. А вот что нужно здесь сделать? Опять же, ты как айтишник. Я думаю, что здесь нужно просто людям быть спокойным. Это единственное, что вообще работает, я считаю. Чтобы люди просто были спокойны, не были возбуждены постоянно, не были раздражены постоянно, не были оскорблены постоянно. Тут тенденция постоянно быть оскорбленным и раздраженным, и злым, и обижаться на все. Это плохо. И я уже сказал, что раньше или позже, я надеюсь, что появятся какие-то технологические компании, которые достаточно будут привлекательны для среднего человека, чтобы заманить их от Фейсбука или от Ютуба и так далее, и делать что-то похожее, но что-то иначе. А где гарантия, что однажды эти компании не превратятся в новый Facebook, новый Google? Никаких гарантий нигде вообще никогда нету. Главное, чего могут лишить нас глобальные корпорации, это свобода выбора. Но пока она еще остается, как и свобода выбора политиков в Америке. Поговорим о выборах в Америке. Насколько я знаю, вас выбрал народ, вы не были назначены сверху. Да. Потому что в России мэров часто назначают сверху, особенно в больших городах. Вас выбрал народ. Можете немного рассказать нам о том, как здесь проходят выборы? В Штатах и здесь у нас мэр выбирается большинством голосов. То есть у каждого гражданина, мужчины или женщины, белый он или черный, фиолетовый, красный, розовый, неважно. У них у всех есть право голоса. И политики, которых избирают, стараются работать со всеми категориями граждан. Согласны вы с ними или нет, вы пытаетесь работать со всеми. Для достижения общей цели, лучшего будущего для общества в целом. Поэтому, когда подходит время выборов, вы разговариваете с избирателями. И они либо верят вам и голосуют за вас, или не верят и не голосуют. У вас были соперники? Кто это был? Да, конечно. На первых выборах я соперничал с действующим на тот момент мэром. Он возглавлял мэрию 20 лет. Но общественности показалось, что пришло время что-то менять. И в 2017-м меня избрали мэром. Выборы мэра проходят каждые 2 года. А в 2019-м я один участвовал в выборах, никто больше не выдвигался. В 2021-м бывший член Совета настоял на том, чтобы в бюллетене была графа «Вписать своего кандидата». То есть, если избирателю не нравятся представленные кандидаты, он может вписать своего. Но выборы все равно выигрывает тот, кто набрал большинство голосов. Были ли случаи, когда вас обвиняли в том, что вы избирались нечестно? Потому что, как вы помните, после прошлых президентских выборов сторонники Трампа обвинили демократов в нечестных выборах. А насколько честные выборы здесь? Здесь, в вашем округе, что-то происходило? Вы должны понимать, что в Америке у всех есть голос.
Правильный, неправильный, никакой. Поэтому, если ваши слова не порочат ничью честь, вы можете говорить все, что захотите. Правда это или нет. И по поводу последних выборов до сих пор ведется много споров. Что там происходило на самом деле? Да, но вот говоря о местных выборах в Blowing Rock, ваши политические противники вас в чем-то обвиняли? Нет. Выборы в небольших городках, как правило, проходят в дружеской атмосфере. И вопросы, которые поднимаются, в основном сводятся к тому, что лучше для общества в целом. Поэтому каких-то негативных вбросов обычно не происходит. Что прекрасно. Потому что речь идет не об отдельных личностях, не о том, какая у кого прическа или кто как одевается, а о том, что вы можете сделать для людей. Там, где чиновников действительно выбирают, наверняка не будет и самодурства с коррупцией. Как мэр вы можете решать вообще все вопросы местного масштаба. Например, вы можете сделать этот парк или музей Blowing Rock государственными. Национализировать их. Или кому-то отдать, например. Или поставить забор и никого не пускать сюда. У вас есть такие полномочия? Нет. Нет. Когда мэр принимает какие-либо решения по устройству города, он должен полагаться на мнение городского управления, которое занимается бюджетом города и рабочими местами. Любые серьезные решения должны быть согласованы. Весь совет должен быть согласен. Единственный случай, когда мэр сам может принять решение, это чрезвычайные ситуации. Окей, скажем, вы хотите поменять асфальт на дороге. Вы можете просто позвонить и приказать? Нет, не могу. Совет должен одобрить. Как мэр Blowing Rock, вы подчиняетесь мэрам других более крупных городов штата? Или, может быть, губернатору штата Северная Калифорния или президенту США? К примеру, если вы не нравитесь губернатору Северной Каролины, может он или она сделать один телефонный звонок и избавиться от вас? Нет. Это могут сделать только избиратели, только граждане. И формально, и неформально. И формально, и неформально. Кроме ситуации, когда я, как мэр, как представитель власти, сделал что-то незаконное. В таком случае штат или судебная система может вмешаться. Если вы нарушили закон. Если вы представляете всех жителей города, вы стараетесь все делать правильно, помогать этим людям. Окей, предположим, федеральные власти хотят построить большую магистраль, соединяющую штаты, и она будет проходить через Blowing Rock. А жителям эта идея не нравится, и вам тоже. Что тогда? Перед тем, как такой крупный проект был принят в работу, он должен был пройти через несколько слушаний. Это открытые слушания с представителями власти, гражданами, членами общества, где они могут озвучивать свое мнение. Если люди считают, что им эта дорога не нужна, они могут выиграть в этом споре. Тогда проект реализован не будет. С другой стороны, если правительству кажется, что проект принесет пользу вообще всему обществу, его реализуют. Зависит от ситуации. Звучит прямо-таки идеально, слишком хорошо, чтобы быть правдой. И вы никак не можете повлиять на судебную систему. Нет. А если, скажем, главный прокурор — это ваш старый друг? Вы выросли в одном городе, в одном районе. Некоторые судьи — мои хорошие друзья. Но в таких случаях я говорю: Чарли, я могу дать тебе совет, но не могу ничем помочь. Потому что судебная система — это отдельная ветвь власти. И последнее слово остается за ней. Да или нет. Поэтому судьи должны быть непредвзятыми. В группе всегда будет кто-то, кто не захочет следовать правилам. Это нормально, такова человеческая природа. Но в большинстве случаев, большинство людей, с которыми я познакомился за свою недолгую карьеру в политике, большинство из них честные люди. И делают правое дело. Хотите знать, как выглядят города, где мэров выбирают? Посмотрим на примере Петербурга, только американского.
что, Мы добро в Петербурге, пожаловать в мы в Петербурге. Я, между прочим, в Питере родился, поэтому... В 1650 году форт Генри, который теперь называется Санкт-Петербургом, стал самым западным и одновременно южным форпостом продвижения английских поселенцев в Вирджинии. 27 августа 1650 года Эдвард Блан, купец и, тут написано land speculator, ну, значит, спекулянт земли, торговец землей, а также Абрахам Вуд, значит, командир приграничной милиции, поставили форт Генри как первое задокументированное английское поселение в Южной Вирджинии. Вот так вот. А теперь это город, который называется Петербург. Небольшой городок в пригороде от Ричмонда. Ричмонд — это столица штата Вирджиния. То есть это как такие Химки, ну, по московским меркам. Ну, кстати, Химки тоже на Ленинградке находятся, да. Поэтому обратите внимание, как все связано. Да. И совсем маленький исторический городок. Сейчас мы здесь немножко пройдемся, может, что-то интересное увидим. На самом деле в Америке много Петербургов, и даже самый известный Санкт-Петербург находится во Флориде. Однако здесь есть Петербург, в соседних штатах есть Москва. Москв, кстати, в Америке примерно, по-моему, 6 или 7. Петербургов точно больше, чем 3. Вот это питерцы вон идут. Вон там целая компания веселых питерцев. В Питере, не буду цитировать. Брусчатка, кривая брусчатка. Ни одного нового здания тут. Прямо супер атмосферно. Можно снимать фильм. Смотри, здесь можно снимать репортаж для Russia Today легко. Для Russia Today. Посмотрите на самое дно Америки. Посмотрите на эти разваливающиеся гнилые здания. Плесень. Это не худшее дно Америки, сказал Варламов, стоя лужи, с грязь, тюнингованными машинами, заряженными достаточно хорошо. И главное, вот здесь, представьте, это Красный Октябрь. Это же чистой воды Красный Октябрь. Да. Здание из красного кирпича, пожалуйста. Тут располагался завод. Сейчас хипстеры все быстренько восстановят, отрисуют. Настоящая питерская подворотня. Потому что Питер без подворотни — это не Питер. Да. Пойдем. И мы, как и положено в Петербурге, нашли подворотню. Правда, конечно, нужно молотить эти проходы через дворы, колодцы, но тоже. Вот здесь прям можно так кинематографично убегать от каких-то преследований. Я тебе больше скажу, что если мы сейчас здесь сделаем стендап со словами «а вот это один из районов Петербурга, где далеко не все еще бывали, вот тут коммунальные квартиры находятся», то очень многие примут это за чистую монету. Здесь можно снимать Питер, вот по крайней мере в этом месте. Как и должно быть в Питере, рестораны. Рестораны, отели. Он был построен в 872 году, а я родился в 972 году. Чем не картинка Петербурга начала 20 века. Вот если убрать сейчас Western Union, Drugs и все остальные надписи на английском, это абсолютно чистой воды Невский проспект. Ну, по крайней мере, большинство народа, кто в Питере не был, легко с этим согласятся. Какие еще претензии есть у российской пропаганды к американской свободе? Правильно, там все наркоманы. Иначе никак не объяснить их загнивающую культуру. Первыми в США марихуану легализовали штаты Колорадо и Вашингтон в 2012 году. Сейчас медицинская конопля или масло из нее легальны во всех штатах США, а в большинстве из них можно приобрести ее и для целей отдыха. Так, ну-ка. Смотри, Cannabis Farm. Опа. То, что нам кстати, нужно. Между прочим, они здесь практически на каждом шагу. Потому что штат Мэн — это один из тех штатов, где трава легализована. Здесь жителям можно иметь при себе до 70 грамм. То есть это прям пакет. Можете объяснить, как это здесь работает по закону? Да, в общем, программа рекреационного использования конопли взрослыми работает в штате Мэйн уже 2 года. Но специализированные магазины начали открываться только сейчас, потому что государство дорабатывало законы, регулирующие продажу конопли. Это не программа медицинского использования марихуаны. Магазины так долго не открывались, потому что по закону о рекреационном использовании трава, которую там продают,
должна быть специально выращена для рекреационного использования. Выращивается достаточно много конопли для медицинского использования, но проблема в том, что ее нельзя продавать в рамках рекреационной программы. Получается, если у вас нет поставщика с лицензией на выращивание рекреационного каннабиса, то вы не можете ничего продавать в своем магазине. А в чем разница рекреационной марихуаны, медицинской? Бывает еще какая-то? Главная разница, точнее, главная сложность в том, что рекреационных магазинов меньше. Выбор в них гораздо меньше. И это касается всего, что там продают. Картриджи, еда с марихуаной, соцветия. К тому же из-за сложности с поставками такая марихуана дороже. И налог на нее выше. А вы продаете медицинскую. Да, это магазин медицинского каннабиса. То есть, чтобы нам здесь что-то купить, мы должны показать рецепт. Да, вашу карту на приобретение марихуаны. Программа медицинского использования работает уже 15 лет. И с ней было то же самое. Магазинов не хватало, были только специальные поставщики и частные фермы. То есть нужно было знать человека, иметь контакты. Или знать кого-то, кто знает. И в любом случае нужно было иметь специальную карточку. Наша ферма работает уже около 10 лет. Да, около 10 лет. Но магазину всего 3 года. До этого была только ферма. Мне прописали марихуану как пациенту, и я стал закупать ее у этой фирмы, и так познакомился с владельцами. Они увидели, что я очень внимательно к этому отношусь, и взяли меня на работу. Быть продавцом в их магазине. То есть вы были пациентом. Я и сейчас пациент. Могу ли я поинтересоваться, какая болезнь вас беспокоила? От чего вам прописали марихуану? Это немного другой вопрос, потому что медицинская программа была очень строгой в начале. Но потом различным лобби удалось ее смягчить. Например, этим занимался Зеленый крест штата Мэйн. Так что теперь никакого особого заболевания не требуется, чтобы получить рецепт. Подождите, то есть я могу просто прийти к доктору и попросить рецепт? Если вы резидент, да. Это интересно, потому что, например, в Нью-Йорке мы видели людей, от которых пахнет травой, и это в основном бездомные или какие-то очень бедные люди. А здесь, когда мы зашли в магазин, мы увидели очень приличных людей. Там сидела пожилая дама, явно не из бедных. Скорее, даже богатая. Здесь все так чисто и аккуратно. Кто ваши покупатели? Когда мы только открылись, половиной наших клиентов, для которых это было в новинку, были пожилые люди. Пожилые? Да. И они искали в основном что-то для наружного применения, что можно приложить к телу от артрита, например. У нас большой выбор продуктов с содержанием CBD, и мы широко продвигаем использование CBD. CBD полного спектра, потому что в нем есть совсем немного ТГК. Это то вещество, которое активирует ваши каннабиноидные рецепторы. На рынке много поддельного CBD или продуктов, где вообще не содержится ТГК, и поэтому они не работают. Да, я многим пожилым людям здесь помог разобраться во всем этом многообразии мира каннабиса. Было забавно. Особенно, когда они меня видели в первый раз. Но когда я начинаю говорить, люди сразу воспринимают меня всерьез, как бы я ни выглядел. Так вот, по рекреационной программе, как я и сказал, существуют проблемы с ассортиментом и доступностью. И разрешенный объем гораздо меньше. Что я еще слышал от людей, работающих в рекреационных магазинах, большинство сортов, которые они продают, на самом деле довольно слабые. То есть платите вы больше, а эффекта получаете меньше. О каком бы продукте мы ни говорили. И еще, насколько я знаю, баттендеры, а именно так называется моя должность, баттендерам в рекреационных магазинах запрещено давать советы. Потому что лучше взять от боли или от какой-то болезни. Это нарушение. То есть, если я попрошу вас порекомендовать мне что-то, например, от боли в пояснице, если бы это был рекреационный магазин, я бы не мог. Или от бессонницы, вы бы могли что-то порекомендовать мне.
Поскольку вы здесь, неважно, собираетесь вы что-то покупать или нет, то да, я могу подсказать что-то. Но в рекреационном магазине это было бы запрещено. И последний вопрос. Конечно. Знаете, там, откуда мы родом, в Восточной Европе, многие люди убеждены, что марихуана — это по-настоящему тяжелый наркотик. А люди, которые ее курят, становятся опасны для общества, агрессивны. Даже больше, чем от алкоголя. А вы как считаете? Живя здесь, работая в таком месте, обычно я уважаю чужое мнение, но в данном случае речь идет о стигме. Понимаете? Это очень обобщенный взгляд. Как в фильмах о вреде конопли. Это старомодное мышление. Но времена меняются, и вы сами видите, что к нам сюда приходят довольно взрослые люди. И покупают марихуану как лекарство. Но, конечно, всегда найдутся те, кто скажет, что марихуану курят только грязные хиппи и наркоманы. Это есть везде. Человек, который продает, здесь работает, продает марихуану, называется изделие из марихуаны, называется бартендер, ну то есть бармен. И вот он бармен, Роб был назван барменом года, барменом штата в 2022 году. Мы очень правильное место. Мы пришли куда надо, да? К вам, бартендеру года. Я бад-тендер. Бад-тендер. О, это называется даже, мне послышалось сначала бартендер, ну то есть как обычный бармен, а бад-тендер. Бад, так на сленге называют соцветия. Да, а бад — это, собственно, сленговое выражение, обозначающее цветок. Я в разных странах и городах был в подобных местах, и здесь мы со Стасом должны предупредить, мы согласишься, что наркотики — это плохо. Марихуана стала легальна в США недавно, а вот фастфудом американцы убиваются очень давно. Предложил я Стасу заехать в модную хипстерскую кофейню, тем более Портленд славится своим комфортом для нас, для престарелых хипстеров. А Стас сказал: Илья, будем как простые американцы, пойдем в дайнер. И мы пришли не просто в дайнер, а в дайнер, который... Главный дайнер Портленда. Да. А если вы на самом деле в Америке окажетесь и захотите именно позавтракать с огромным набором всего, что можно сделать из яиц, дайнер — это лучшее место. Пошли. Ну, поскольку мы должны с тобой как-то оппонировать друг другу, я могу сказать, что я ненавижу дайнеры. И ненавижу их, потому что это просто пример такой вот американской кухни, пример нездоровой еды. Здесь кучу хлеба, кучу соусов, какое-то невероятное количество калорий. Да, это вкусно, я не спорю. Есть блюда, которые... Но это гигантские порции, и это просто вот образец такой вот вредной, нездоровой еды, которую мне, спортсмену, сложно воспринимать. Еще есть, конечно же, по-моему, главное блюдо в дайнере — это дебиловый кофе. Вот это просто... который пахнет, я не знаю, можно я понюхаю? Нет, нельзя. Значит, он обычно пахнет такой вот бумагой, пережженным, каким-то вот таким не очень приятным. Но Стас дайнер любит и считает, что это важная часть вообще американской культуры. Значит, суть в том, что не Стас дайнер считает важной частью американской культуры. Не важно, что Стас считает. Важно то, что дайнер является частью той самой американской культуры. Илья, конечно, сейчас выступил, во-первых, не как спортсмен, поскольку он сегодня не бегал и не плавал, даже в отличие от меня. Во-вторых, Илья, соответственно, выступил как человек, который выступает против свободы как таковой. Потому что чем отличается дайнер? Конечно, ты здесь можешь выбрать на свой вкус все, что угодно. Ты можешь выбрать огромное блюдо, а можешь выбрать, например, как мы только что с тобой заказали, яйца Бенедикт с лобстером, что очень вкусно, полезно, питательно и не думаю, что вредно. Конечно, ты можешь заказать к этому, как я заказал, например, еще 2 тоста, на которые потом при желании навалить вот этого разного джема или не навалить, да? Все зависит исключительно от тебя. Это твой собственный выбор. К сожалению, я на самом деле, конечно, я не хочу ничего ужасного сказать об Илье, Илья как раз к выбору привык, но, потому что он путешествует очень много. Но ментально он не привык к внутренней ответственности, которую человек постоянно проявляет сам здесь. Дайнер, вот этот, например, в Портленде, как и многие хорошие дайнеры, популярен. Мы сюда ждали сколько? 40 минут практически. 40 минут мы ждали, чтобы сюда зайти. Потому что это очень популярное место для завтрака именно из-за очень большого выбора блюд. То есть вот представьте себе, 1, 2, 3, Ты меня не закрывай 4. меню. Ну, просто трудно это сделать сейчас. То есть выбор блюд действительно огромен, и на один только завтрак несколько видов, 10 видов омлета, яйца Бенедикт, яйца так, яйца сяк, блинчики такие, блинчики сяки.
просто действительно очень большой выбор. И отличительная черта дайнера – это, конечно, люди, которые сидят у стойки. Есть те, кто не любит так называемые будки. Вот мы сейчас сидим в будке, это называется будка. А это стойка. И для огромного количества американцев, особенно если приходишь один, стойка – это лучшее, просто идеальное место. Ты приходишь раньше когда-то, читаешь газету, ешь, и вдруг с кем-то еще знакомишься. Отдельная история в дайнерах – это официанты, которые здесь работают. То есть, с одной стороны, дайнер переводится как столовая, ну просто дайнер, столовая, да. С другой стороны, конечно, это не столовая, это все равно ресторанчик, хоть и очень простой. А тебя приносят, приходят, с тобой заговорят. И на самом деле практически каждая официантка, у меня не было других примеров, способна рассказать тебе все. Про город, про жизнь, поспорить с тобой, пошутить с тобой на какую-нибудь тему. Шутить с официантами вообще просто обязательное условие. Жалко, тебе у тебя не нет понять. чувства юмора, Стас. Ну, слушай, я его обменял в школе на импортный ластик вместе с совестью, поэтому это нормально, мы все так делали. В Советском Союзе это было принято, поэтому вот. Что касается кофе, кстати. Кофе, да. Но, опять же, кофе в дайнере – это обязательно необходимо попробовать, потому что это, конечно, не кофе. Это кофейный напиток, это совершенно другое, да. Это то же самое, как там смотреть на вот этот стакан с водой и ожидать от него, что это будет нарзан, боржоми или что-то еще. Это просто вода, да. Поэтому также нужно относиться спокойно. В дайнере кофе, я, кстати, очень редко пью кофе в дайнере, иногда, ну, это как пойти в Макдональдс, да, и заказать, там, не знаю, картошку фри, например, которую все понимают, что она вредная, но все равно очень многие любят. Так вот, короче, кофе здесь, а у меня в дайнере всегда споры с официантами. Я им говорю, мне, пожалуйста, кофе после еды. Они говорят, как? Это неправильно, мы должны налить кофе сразу. Поэтому сегодня исключение, и вот налили кофе сразу. Стас рассказал, что Портленд славится своим стрит-артом. На самом деле не только Портленд, многие американские города, особенно вот бывшие промзоны, в которые приходит джентрификация, открываются какие-то модные кофейни, строится дорогое жилье, ну, чтобы хоть как-то все это дело скрасить, стены разрисовываются. Вот. И Портленд не исключение, ничего интересного в плане стрит-арта здесь нету. Такое весьма провинциальное, скучное искусство, но зато вот они прям даже подписали, сделали таблички, что что-то тут прям такое для них важное и интересное. Даже на окраине Портленда мы видим вот такое вот чудо урбанистики. На самом деле в Штатах это встречается повсеместно и в больших и в маленьких городах. Если переводить это дословно, называется ливневые горшки, кто-то называет ливневые сады, я не знаю, экодренаж, все что угодно. Это история для отвода воды. Как мы знаем, в России большая беда с водой. После каждого дождя город начинает затапливать. Люди говорят, где ливневки, где ливневка. И раньше подразумевалось, что вода должна уходить в ливневую канализацию, ну и выбрасываться куда-то в море. Потом люди поняли, что на дорогах довольно грязно. И просто так собирать воду с грязных улиц, где всякое там машинное масло и другие неприятные вещи выбрасывать в море не очень экологично. Поэтому решили воссоздать естественный круговорот воды в природе. То есть что происходит? Вода у тебя уходит на дорогу. Дальше здесь создаются такие специальные, вот в данном случае с травами, такие вот участочки, и вода стекает сюда, заполняет вот этот вот горшок, и потом, естественно, уходит в землю, фильтруясь с помощью специальных трав, которые устойчивы к загрязненной воде, и дальше уже попадает в грунтовые воды, происходит естественный круговорот. На случай, если воды будет слишком много, здесь все-таки есть такой специальный резервуар, он приподнят, и вода уйдет в классическую ливневку, но только если будет сильный дождь. А все мелкие осадки, они уходят в почву, как, собственно, изначально и предполагалось. С одной стороны, это экологично, а с другой стороны, красиво. Потому что мы, опять же, стоим на перекрестке и видим такие вот потрясающие травы, высокие растения. Там еще иногда бывают кусты, цветы. В общем, красиво, практично и экологично. Еще один культовый образ свободы еще с середины прошлого века – это байкер. Был такой фильм «Беспечный ездок» с Деннисом Хоппером. После него мужчина на мотоцикле стал символом бунта, молодости и свободы в Америке. Хотя сейчас многие такие бунтари уже далеко не молоды.
Стандартный вопрос. Мы только начали разговор, и вы почти сразу упомянули, что это нормально, когда 50-летние становятся байкерами. Сколько лет вам? Мне 60. Мы называем себя кабаны дороги. Мы привязываем наши мотоциклы и трейлеры к домам на колесах, к таким большим автобусам. Мы живем в них. Останавливаемся здесь в Мэйне на пару недель и катаемся по штату. Каждый день выбираем новый маршрут. У нас есть лидер, есть тот, кто следит, чтобы никто не потерялся. Вся техника безопасности соблюдается. Мы всегда ездим в шлемах уже много лет. То есть для вас это такой отдых? Да, это самый настоящий отдых. Некоторые из нас еще работают, некоторые уже на пенсии. У нас с собой телефоны, и когда мы делаем остановку, все проверяют телефоны, отвечают на сообщения, делают свои дела, и мы едем дальше. Сколько вас? Сегодня немного, так как мы думали, что сегодня будет дождь. Вчера было 37 мотоциклов. Они выезжают по отдельности 5 разными группами. А в конце мы все встречаемся в одном месте. В середине дня мы останавливаемся на обед, потом одна группа уезжает, через 5 минут другая, потом следующая и так далее. Вопрос, который, может быть, покажется странным. Мы слышали, что байкеры — это вообще такая отдельная банда. У них свое видение мира, у них все свое. Они все республиканцы, все за Трампа. Это правда? Тяжело объяснить. 90% из нас не демократы. Но мы и не трамписты. Мы верим в то, что упорным трудом можно добиться того, чего добились мы. Мы ни у кого ничего не просили, а заработали все сами. Я, например, начал работать с 12 лет и до сих пор работаю. Так что да, я согласен с этим, но флаги с Трампом мы не вывешиваем. Мы просто на самом деле хотим, чтобы было как раньше. Нам не нравится, что происходит. Я не хочу платить по $5 за галлон бензина. Дизель стоит дороже $5. Я трачу $1000 на полный бак дизеля. Хотелось бы, конечно, чтобы было по-другому. Это не какая-то установка, нам просто нравится ездить. Мы проехали сотни тысяч километров по всей стране, просто потому что любим езду на мотоцикле. Политика тут ни при чем. Сколько лет самому старшему байкеру здесь? Сколько лет самому старшему из нас? 83? Кто у нас старший? Я знаю, что Роджеру 81. Тогда, наверное, он самый старший. Роджер ездит на трехколесном мотоцикле. Свобода — одна из главных ценностей в Соединенных Штатах. А что свобода для вас? Свобода — это проснуться утром и самому выбрать, что вы хотите сегодня делать, и пойти делать это, и чтобы никто не мог вам запретить этого. Каждый день я просыпаюсь и думаю, что я буду сегодня делать. В США сейчас есть какие-то проблемы со свободой? Абсолютно никаких. Мы свободны делать, что хотим и когда хотим. Есть места, где, например, ковидные ограничения более строгие, но я живу во Флориде. Там все открыто с начала ковида, и настоящего локдауна там никогда не было. Да, мы носили маски, но никто не запрещал нам делать то, что мы хотим. Нам просто приходилось делать это немного иначе. Так было во Флориде. Посмотрите на наши номера. Почти все здесь из Флориды. И мы все приехали сюда. Не на мотоциклах, конечно, на трейлерах. Чтобы позволить себе такой мотоцикл, вы должны быть, ну, по крайней мере, не бедным. Да? Да, это дорогое удовольствие. И мы делаем это именно для удовольствия. Если у вас все деньги уходят на жилье, на еду, на здоровье, и по итогу ничего не остается, вы не сможете себе такое позволить. Это роскошь. Мы все усердно работали, чтобы позволить себе эти вещи и не переживать о деньгах. Это тоже важный момент, что свобода — это еще в том числе иметь возможность вот так вот путешествовать, передвигаться, и, как сказал этот замечательный байкер, делать с утра, проснуться и делать то, что он хочет. Мало кому это доступно. И, может быть, кстати, вот видишь, в старости человек становится, должен быть по-настоящему свободным, потому что, когда ты молодой, ты работаешь, у тебя куча обременений, у тебя там, ты воспитываешь детей, ты должен просыпаться, зарабатывать деньги, а
в старости ты становишься, может быть, вот по-настоящему свободным, когда ты каждую утро можешь просыпаться и хочу сюда, хочу. Да, это очень полезно работать с 12 лет. Но мы с тобой знаем, что это такое, поэтому, если повезет. Мы, к сожалению, сейчас не свободны, и нам надо ехать дальше изучать Америку. Вообще, американская свобода очень связана с дорогой, с тем, чтобы куда-то ехать. Не обязательно на байке, можно и в доме на колесах. Ну что, завернем в трейлер Campground. То есть не просто кемпинг, а кемпинг, который состоит полностью из домов на колесах. Да, здесь есть вот разные, есть маленькие дома на колесах, большие. Holden Family. То есть это еще и семейный. Ну, собственно, как выглядит этот парк для домов на колесах, для трейлеров. Здесь офис, но владелица, хозяйка не хочет, чтобы мы ее снимали, но она дала нам бумажечку с ценами. Вот, собственно, на день здесь остановиться стоит $50, что относительно недорого. На неделю 315, это все уже цены с налогами. На 4 недели 941. И на весь сезон, то есть на все лето, встать здесь стоит $2825. Важно видеть, что даже плюс электричество сверху они берут. Но здесь дается не просто место для трейлера, здесь есть роскошный бассейн, Стас его сразу увидел, поскольку он любит плавать, и такой вот домик с туалетами, там, скорее всего, будут еще души. Здесь есть много чего еще. Здесь есть души, здесь есть лондромат, то есть прачечная со стиральными машинами совсем на свете. И здесь, я не знаю, сказал ты или нет, 44 места для трейлера, которые заняты постоянно, сезонно, с мая по октябрь. И люди, которые приезжают, собственно, понятно, что они приезжают на самых разных трейлерах. Еще при желании можно ставить палатку. Люди привозят с собой, помимо, собственно, трейлеров, машины, моторные лодки, парусники, в общем, все велосипеды, естественно. И затем путешествуют. Так это же очень такой образ жизни, что у тебя есть дом, и ты каждое лето ты выбираешь там своей семьей. Мы в этом году мы будем жить, я не знаю, в штате Мэн, а потом в Калифорнии, а потом там, не знаю, в Оклахоме. Я Энди. Я Майк Перри. А тебя как зовут? Это Бо. Сколько Бо лет? Ему 7 месяцев. И уже такой путешественник. Да, уже 3 месяца путешествует. А вы как долго уже в дороге? Я с 2018-го. С 2018-го? Да. Вы живете здесь? Нет, мы постоянно этим занимаемся. Путешествуем по разным местам в Америке. Это наша работа. Работаете и путешествуете. Да. А чем именно вы занимаетесь? Ремонтируем котлы на бумажных фабриках. Здесь у них тоже есть котел, и мы его сейчас ремонтируем. Останавливаетесь вы в таких парках для трейлеров, да? Да. То есть вы тут не на отдыхе, а по работе? Да. Замечательно. И работаем, и отдыхаем. И отдых, и работа. Когда не работаем, куда-то ездим. Куда поедете потом? Я в Роунак-Рэпидс, в Северной Каролине. А вот здесь сейчас вы остановились на каникулы. Или для работы тоже? Для работы. Здесь мы будем где-то до середины ноября. За этот трейлер я заплатил около 53 тысяч 2021 года. А за этот? Около 300. 50 и 300. Вау. То есть этот гораздо лучше. Все вместе, грузовик и трейлер, будет стоить где-то 100 тысяч. Да, для трейлера нужен грузовик, а мой сам по себе. Дом на колесах. Сколько человек может жить в таком трейлере? И сколько живет? По-моему, в моем могут жить... Вообще, у меня там раскладывается кровать. Точнее, диван. Плюс диван в гостиной и кровать размера king size в спальной. Плюс спальное место наверху. То есть 2 сюда, 2 туда, плюс спальня. 6-8. 8 взрослых. То есть это как 3-комнатная квартира. Да. У нас есть и гостиная, и кухня, и ванная. А в вашем сколько поместится?
2. 2? Что же там внутри? На самом деле можно разместить и 4, потому что диван раскладывается. В основном дома на колесах рассчитаны на семейные пары. А почему они такие дорогие? Не знаю. Там что, бассейн внутри? Нет, но было бы круто. Они лучше отделаны внутри. Да, там хороший пол с подогревом. И все такое. Выглядит потрясающе. Там спальня, ванная, 2 раковины, то есть прямо как like a 5-star hotel. I never see it. No, it's fun. It looks great. Yeah, it's pretty awesome. Просто полноценная двухкомнатная квартира с хорошей мебелью, с техникой бытовой, с собакой, с диваном. Вау. Еще один образ американского путешественника — это Форест Гамп, который прошел буквально всю страну и все ее значимые события. А еще он любил бегать на маяк Маршалл-Пойнт в штате Мэн. Ну а сейчас мы приехали в одно из моих самых любимых мест в Америке. Илья спрашивает, а зачем, собственно, мы сюда приехали? Разве мы здесь встретим американцев, которые нам что-то расскажут? Может, встретим, может, нет. Я просто считаю, что обязательно зрителям Ильи нужно посмотреть на этот потрясающий маяк. А почему он потрясающим, сейчас расскажет Илья, который благодаря своим особенным источникам информации уже успел узнать о нем очень многое. Я прочитал в Википедии, что он был построен впервые в 1832 году. Автоматизировали его 50 лет назад. На самом деле он, по-моему, ничем не примечателен. Но американцы сделали из него памятник. Здесь есть музей, огромный роскошный особняк у смотрителя. Примечателен на самом деле тем, что каждый из вас может его узнать. Конечно, именно на этот маяк забегал вот так вот энергично Том Хэнкс или Форест Гамп в знаменитом фильме. Забегал, стоял там немножко, затем разворачивался и бежал обратно. И, собственно, я это должен сейчас сделать. Конечно, Илья бегает по утрам. Сегодня не утро, но беги, Форест, беги. А я просто пойду. В общем, друзья, вот так вот выглядят американские достопримечательности. Зона для пикника, музей. И счастливые люди сидят и смотрят, наблюдают за туманом. А в тумане ходят корабли, потому что в этом регионе добывают лобстеров. И мы сейчас ехали по деревне, практически у каждого дома были сетки, эти ловушки для лобстеров. Огромное количество лобстерных ресторанов. И Стас даже рассказывал, что здесь чуть ли не 70% всех лобстеров, которые в Америке поедают, их здесь добывают. Илья научил меня замечательному способу врываться в кадр. Нет, получать проверенную информацию. Поэтому я тоже заглянул в Википедию и узнал, что 85% всех омаров в Соединенных Штатах Америки приходят именно из Мэна. Если кому-то это интересно, то Портленд, крупнейший город в штате Мэн, это город-побратим Архангельска. Я, в принципе, на это никогда не обращаю внимания, потому что, в принципе, это практически ничего не значит. Но здесь, что интересно, природа очень напоминает природу русского севера. Если здесь там не Архангельская область, то уж точно вот эти пейзажи здесь напоминают мне Карелию. Единственная разница, что в Карелии нету такого количества лобстеров. Там вообще нет лобстеров, а здесь лобстеры буквально на каждом шагу. Ну а после бунтарей и путешественников давайте отправимся к тем, кто стоит на страже порядка. Ну и свободы, конечно, тоже. Поедем к настоящему американскому шерифу. Мы приехали в офис шерифа, а шериф — это тот самый чувак, который врывается в бар с пистолетами и ловит какого-то опасного преступника. Абсолютно. На самом деле у меня была уникальная ситуация, когда я первый раз приехал в Штаты путешествовать автостопом, оказался в доме моих друзей. У них был ребенок, который сел ко мне на колени во время обеда и однажды хренак с ней ложкой по носу просто изо всех сил. И я так, шутя, говорю, осторожно, говорю, calm down or I'll call the police. То есть там успокойся, я полицию позову. Ну, понятно, что даже я уже шутил над этой формулировкой, которая была мне знакома с моего советского детства. Но американцы рядом, они так удивились, что, еще раз? Я говорю, я полицию позову.
Она говорит, да, и чего? Я говорю, ну как, и полиция накажет. Вот, на что, значит, мама так улыбнулась и сказала, ну, тут смотри, говорит, ты осторожно, потому что у нас на самом деле полиция не наказывает. То есть, она говорит, наказывает плохих. И поэтому, если ты ему говоришь, что позовешь полицию, значит, он сразу думает, что он плохой, что он совершил какое-то преступление. Это очень важная штука, которую, ну, не знаю, я довольно рано понял. А что касается шерифа, то, опять же, это история про местное самоуправление. Здесь шериф появился раньше полицейских. Ну вот интересно, как вообще выглядит офис шерифа. Я не знаю, если у вас, друзья, опыт посещения полицейских участков, особенно в регионах, вы можете просто сравнить. Здесь такой, ну, современный офисный ремонт, все так чистенько, красиво. Я там даже вижу у них какие-то стиральные машинки, водичка. Вот. И тут огромное количество каких-то буклетов, объявлений. В основном все направлено на то, что там, не бойтесь обращаться за помощью. Кроме того, объясняется вообще, в каких случаях можно обращаться за помощью, потому что иногда происходят какие-то ситуации, например, там, в семье, и люди даже не понимают, что это преступление, и люди даже не понимают, что это ненормально. Вот здесь есть такая интересная же штука у них. Тут лежит большой набор карточек, где разные люди объясняют, там, что случилось, да, что вот кто-то удалил мои семейные фотографии, да, что я боялась там от него уйти, там кто-то вот обидел котика, да, он бросил кота в стену, вот, у этой девушки. И здесь везде написано, да, что домашнее насилие, есть специальная горячая линия, тоже надо звонить. Здесь, например, на примере таких карточек объясняется, что это ненормально. И как правильно там заметил Стас, в нашем менталитете, в России, наверное, 90% тех проблем, которые здесь описаны, люди даже не понимают, что это неправильно и что можно обращаться. He put a tracking device on my car. То есть, ну, он поставил жучок в мою машину, и что это, как бы, это тоже вот домашнее насилие. Кроме того, конечно, есть такая вот коробка с телефонами, и здесь можно как бы дать свой телефон, и если я правильно понял, они эти телефоны раздают людям, у кого этих телефонов нет, чтобы они могли звонить в 911. То есть здесь телефоны, они такие вот совсем, ну, часто такие вот совсем старенькие, ну, их там много, вот, недорогие, но тем не менее вот даже такие телефоны, они кому-то могут помочь, чтобы вызывать полицию. Просто огромное, опять же, количество буклетов, что когда, в каких случаях нужно обращаться за помощью, как нужно помощь оказывать, да, что вот первая помощь, если что-то случится, какая у тебя дома должна быть аптечка вот на случай первой помощи. И здесь прямо вот что чек-лист, ты можешь это взять и проверить, все ли у тебя дома есть. Меня зовут Ник Оттинджер, я сержант в офисе шерифа округа Уолдо. Первый вопрос. В чем разница полиции и офиса шерифа? Офис шерифа, конкретно наш, отвечает за 27 небольших городов. То, что мы называем сельским патрулированием. В зависимости от дня мы делим их на 3 или 4 зоны. И на одного человека может приходиться до 7 городов. Тогда как полиция всегда работает в одном городе. То есть мы более рассредоточены, чем полиция. Потому что один человек отвечает за несколько городов. То есть, по большому счету, ты должен быть готов действовать в одиночку. Нужно быть самостоятельным. Не всегда рядом есть старший, чтобы посоветоваться. Нужно уметь самому принимать решения. А как люди относятся к полиции и к шерифам? Может, они не любят полицию, но хорошо относятся к шерифу или наоборот? По моему опыту могу сказать, что люди уважительно относятся к офису шерифа, потому что шериф — это избираемая должность. Жители округа голосуют за того кандидата, которого хотят видеть в роли шерифа. И это мой босс. Мы всегда уважали офис шерифа. Это старейший в США правоохранительный орган. Шерифы появились еще на Диком Западе. Но в то же время, если я выезжаю на опасный вызов посреди ночи, возможно, мне придется действовать более жестко, чем если бы со мной была поддержка. С другой стороны, есть огромная поддержка общества. Что значит действовать более жестко? Брать ситуацию в свои руки. То есть, если я, например, приехал на драку 5 человек, я могу сразу же кого-то арестовать, просто чтобы избежать ситуации. Я 1 против 5. Тогда как если бы я был с командой из 4-5 человек, мы могли бы решить эту ситуацию иначе. Потому что я бы знал, что в случае чего у меня есть подмога. То есть, например, вы приезжаете в бар, где дерутся 5 человек,
И если бы вы были с полицейскими, то вы бы попробовали договориться с дерущимися. Но поскольку вы один, вы что, сразу достаете пистолет? Нет, конечно. Из-за драки я бы не стал доставать пистолет. Мы отвечаем на силу такой же силой. Или на уровень выше. Это просто означает, что если мне нужно разобраться с ситуацией, где участвует 5 человек, мне может понадобиться надеть на пару человек наручники, просто потому что я не могу следить за всеми сразу. Что если кто-то захочет атаковать меня сзади? Тогда как полиция может приехать с 3-4 офицерами, и один полицейский попытается поговорить с зачинщиками драки, пока другие охраняют его сзади. Подождите, если там 5-7 человек, а вы говорите, что просто наденете на них наручники, вы правда можете один противостоять 2 или 5 людям? Нет, вы, конечно, в отличной форме, вы, очевидно, много тренируетесь. Но выстоите ли вы 1 против 5? Нет, ну конечно нет, это был просто пример. Но, вероятно, из 5 человек там только 2 или 3 представляли угрозу. Думаю, у меня хорошие шансы против 2-3. 5, конечно, могли бы меня скрутить. Но еще важно, как вы себя держите. Если видно, что я начеку, что я в хорошей форме, как вы сказали, что я готов действовать, вряд ли кто-то захочет испытывать мое терпение. Если вы приезжаете и ведете себя четко и уверенно, я именно это и имел в виду, когда говорил действовать жестко. Вот как мы поступим, вот что я сейчас сделаю. А если бы я вел себя пассивно, менее агрессивно, люди могли бы расценить это как слабость и возможность напасть. Какие преступления здесь совершают чаще других? Это целый ряд преступлений, связанных с наркотиками. В США эпидемия наркотиков. К сожалению, происходит много передозировок, с чем мы тоже иногда работаем. То есть это наркотики. С наркотиками, как правило, связаны грабежи, воровство, насильственные преступления в среде наркодилеров. И до сих пор серьезно стоит проблема домашнего насилия. Люди проявляют жестокость к своим партнерам. Я бы сказал, это 2 основные статьи, по которым нас вызывают. Возвращаясь к вопросу Ильи, вы когда-нибудь чувствовали неуважение или, может быть, плохое отношение к себе со стороны людей, с которыми приходится работать, или обычных граждан? Мы спрашиваем это потому, что в России ничего подобного тому, что есть здесь, представить нельзя. В России люди ненавидят полицию. В общем и целом, общество нас невероятно поддерживает. Люди хотят быть в безопасности по ночам у себя дома. Конечно, лучше, чтобы ничего не происходило, но если все-таки произойдет, это отлично, что есть ребята, которые могут прийти на помощь. Скажем, кто-то вломился к вам в 3 часа ночи. Есть люди, которые могут приехать и решить эту проблему. И люди чувствуют себя безопаснее, зная, что есть структура, которая может ответить на подобный вызов. Представьте, кто-то обижает детей, но есть специальные люди, которые могут спасти детей и изолировать преступника. Думаю, общество ценит такую работу. Конечно, сами люди, нарушающие закон, не хотят отвечать за свои поступки. Не хотят платить штрафы и садиться в тюрьму. Так что, конечно, мы сталкиваемся с теми, кто называет нас нехорошими словами. Но это, как правило, сами преступники. Они нарушили закон, их поймали, и им не нравится быть пойманными. Правоохранительные органы говорят им: вот закон, вы его нарушили, придется отвечать. Им это не нравится. Поэтому они настроены против нас. Конечно, в США было несколько неоднозначных ситуаций с полицией. Но, как и все в обществе, силы правопорядка — это люди. Есть прекрасные офицеры и шерифы, а есть не такие прекрасные. И иногда они попадают в новостные сводки, но это не значит, что вся полиция такая. Знаете, я родился и вырос в Советском Союзе. В Советском Союзе много лет назад. И у нас было обычным делом, когда ты плохо ведешь себя, мама или папа, скорее мама, могла сказать: «Будешь плохо вести себя, вызову полицию». Тогда она у нас называлась милицией. «Я вызову полицию» было угрозой, люди боялись этого. Здесь есть что-то подобное? Мы стараемся устанавливать хорошие отношения с детьми, с которыми контактируем. На вызовах часто бывают дети, и нам важно создавать о себе хорошее впечатление, чтобы в будущем дети знали, что они могут позвонить нам и положиться на нас. Когда я говорю «дети», я имею в виду детей лет 5, 6, 7. Мне было примерно столько, когда мне такое говорили.
Если в 5 лет вы столкнетесь с полицейскими в своей жизни, вы запомните этот опыт. Может быть, вы с родителями застряли на дороге, машина сломалась. Приехала полиция, вызвала эвакуатор и довезла вас до дома. Вы запомните, да, было страшно, было темно, мы были одни на дороге, но полиция спасла нас. И такие моменты будут запоминаться и формировать ваши отношения. И если в будущем вам понадобится помощь, вы будете доверять людям, которым позвоните. Что для вас свобода? Свобода? Отличный вопрос. Свобода — это возможность сделать выбор, который влияет на вашу жизнь, с минимальным вмешательством государства. Но также я считаю, что должна быть определенная структура и ограничения, которые бы поддерживали эту свободу. Например, я могу свободно гулять в своем саду, играть там со своими детьми, но не могу пойти и ударить своего соседа. То есть это свобода делать выбор, но с определенными разумными ограничениями. Вот интересное наблюдение насчет шерифа и вообще насчет полиции и в Америке, и в Европе. То, что здесь часто можно увидеть полицейского, например, с бородой. Вот, собственно, мы говорили с шерифом, он был с такой красивой бородой, которая в России она невозможна, потому что у нас по уставу ты можешь носить только какие-нибудь максимум таракани-лукашенковские усики, и особенно если ты какой-нибудь там генерал или важный человек. Никакой другой растительности на лице быть не может, ну или ты должен быть чеченским полицейским, потому что, по-моему, только для чеченских полицейских в России сделано исключение, они ходят с бородами, и вид у них совершенно другой. Вот. То же самое, обратите внимание, да, на этого шерифа, у него все руки были забиты в татуировках. Опять же, представить такого полицейского в России тоже невозможно. Потому что не по уставу. Не по уставу, да. И мне кажется, это важный момент в плане, в том числе, и доверия к полиции, потому что если в полицию работает там тот же самый крутой парень, который ходит по улице, и просто он надевает полицейскую форму со своей небритостью, со своими татухами, то он совершенно по-другому воспринимается. Ну, я тебе могу сказать, что я видел не только полицейских и там сотрудников пожарной охраны, например, с татуировками, но даже православного священника здесь, на севере штата Нью-Йорк, у которого были татуировки, который был в джинсах под рясой. И я помню, я задал ему вопрос, почему, и он сказал, ну, до тех пор, пока я служу Господу и людям, какая разница, во что я одеваюсь? До тех пор, пока человек выполняет свою работу и не дискредитирует свою профессию, он может делать с собой все, что угодно. Другое дело, что дальше уже начинается разговор о том, что такое дискредитировать, что нет. Наверное, поэтому американцы свою полицию любят и даже покупают ее мерч. К слову об отношении к полиции. Да, с полицией здесь есть проблема, особенно если вспомнить, с чего начались белые протесты. И к полиции есть много вопросов, но тем не менее, вот за моей спиной сувенирный магазин, и здесь есть много такого мерча с логотипом нью-йоркской полиции. И еще раз, это коммерческий сувенирный магазин, это не магазин какой-то специализированной полиции, здесь просто продаются обычно нью-йоркские сувениры, и судя, опять же, по тому, что владелец этого магазина выставил на витрину вещи с логотипом нью-йоркской полиции, люди это покупают. Сложно себе представить, чтобы кто-то в России купил какие-то футболки или вещи с логотипом полиции московской или какой-то там московского ОМОНа, а здесь покупают. Вот что для вас значит свобода? Знаете, это отличный вопрос. Никогда не забуду один случай. Мои русские друзья, или, может быть, это был Стас, как-то сказали мне: «Вы, американцы, думаете, что вы свободны. Но куда бы я ни посмотрел, везде знаки, что можно и что делать нельзя». Может, это был ты, когда мы переходили улицу, помнишь? Наверное, я решил остроумничать и сказал, что вы нация, которой может управлять светофор. Потому что вы все на машинах. Когда я первый раз был в России, мы гуляли по улицам Москвы ночью. И я ждал, что нас ограбят, застрелят или изобьют. Потому что такое ощущение обычно бывает, когда гуляешь ночью по большим городам в Америке. Но в Москве было абсолютно безопасно, свободно. И мне сказали, здесь, в России, ты можешь делать все, что захочешь. Только не трогай власть. Не трогай власть имущих.
Вы спросили, что такое свобода? Да. Это свобода государственной системы или общества, где можно делать все, что хочешь? Если ты, конечно, не задеваешь Путина. Или все же свобода — это общество с правилами и порядками, которые работают на благо всех людей и позволяют им быть свободными, равными и так далее. Что означает, что свободы как таковой немного, ведь есть правила, законы и порядки. Что есть свобода — это очень хороший вопрос. Думаю, свобода — это... Я чувствую себя свободным. Вы чувствуете себя свободным? Да. Я чувствую себя свободным человеком. Мне не кажется, что кто-то прослушивает мой телефон, интересуется, как я проголосовал. Никто не ходит за мной по пятам, не следит за мной, что я делаю, с кем я общаюсь. В этом плане я чувствую себя свободным делать и говорить, что захочу. В большинстве случаев. Поехать, куда захочу. Просто там будут светофоры. Лучше всего, на мой взгляд, представление о свободе в России сформулировала никто иной, как наш с тобой великий кумир Маргарита Симонян, которая сказала, что люби начальника, родину и делай, что хочешь, и будет тебе счастье. И это на самом деле действительно так в России. Ну, то есть я много с кем общался, я прекрасно понимаю, что там, допустим, человек в России там может при желании, там, не знаю, сесть за руль пьяным, поехать и быть достаточно свободным в своем выборе поведения. И если его остановят, ну, не везде, да, но он все-таки, может быть, сможет договориться с человеком. И это тоже известная форма, на самом деле, свободы. Ты можешь выйти там при желании, искупаться в фонтане, поссать где-то. И это тоже вариант. Если при этом ты любишь начальника, родину и как бы не идешь против линии партии. Знаешь, в этом смысле про Китай очень хорошая штука. Если ты мало чего хочешь, то, в принципе, почему нет? То есть масса людей в этом мире вообще живут. Для них там власть — это святое, поэтому они ее не касаются. И поэтому для них разговор о свободе в контексте возможности критиковать власть там, и все остальное, он, в принципе, не очень актуален. Ты выдвинул тезис, что многие люди готовы от свободы отказаться, и свобода им, возможно, не нужна. И здесь есть отличный пример как раз из России, что после того, как российский обыватель в большей своей части от свободы отказался, делегировал свои права и свободы государству, сказал, что им не нужны свободные выборы, и не так уж и хотелось, да, сказал, что им не нужны свободные СМИ, ведь есть сериальчики, вообще политика не очень интересует, главное, у нас есть бесплатная медицина, образование, у нас был прекрасный Советский Союз, у нас скрепы, и замечательная природа, добрые люди, вообще все замечательно, мы живем в своем маленьком вот мире, и нам уж точно ничего не грозит. Но в какой-то момент этим людям пришло государство и сказало: а теперь, друзья, вы будете получать QR-коды и делать прививки. И тогда, если ты помнишь, вот в прошлом году это было просто, наверное, самое главное испытание для Кремля, потому что глубинный народ, послушный глубинный народ, который был объединен вокруг власти, вокруг Путина, вокруг стабильности, он вдруг восстал. Он сказал, что какие... Помнишь этот телеграм Володина, где на него посыпалось просто такое количество проклятий? Как это так? Вы вдруг будете заставлять нас делать прививки? Здесь нужно, опять же, очень четко понимать, что невозможно где-то уступить в одном, и чтобы к тебе завтра не пришли с другим. Поэтому вот эта вот комфортная жизнь, где ты отказываешься от своих свобод и надеешься, что тебя не тронут, она кончится тем, что тебя все равно тронут, но просто у тебя опять же не будет возможности тогда себя защитить. Так вот, американцы заявляют, что свобода их главная ценность. На многих плакатах, особенно которые прославляют армию, можно увидеть, что мы сражаемся за свободу, мы защищаем нашу свободу. И сегодня мы обсудим вообще, что такое свобода. Стас, как ты охарактеризуешь вообще понятие свободы, что такое свобода для тебя? Смотри, есть свобода внутренняя, есть свобода возможностей. Нет ничего, на мой взгляд, дороже внутренней свободы. Это когда человек себя прекрасно чувствует вне зависимости от внешних обстоятельств. Но для большинства людей свобода – это прежде всего возможности. Возможности самореализации. В карьере, в материальном плане, говорить, что думаешь, думать, что считаешь нужным, и не получать за это тюремные сроки, угрозы жизни или еще какие-либо серьезные ограничения, из-за которых человек не может самореализовываться так, как считает нужным. Я с тобой согласен, ты все очень замечательно сказал. Для меня свобода — это тоже
быть тем, кем ты себя ощущаешь, и это довольно такая интересная возможность, но еще важно, это возможность защитить свои интересы, защитить свою позицию. Чего, кстати, как раз мы сейчас с тобой хотели поговорить про Россию, вот это вот основная, мне кажется, главная претензия, это то, что в России у тебя мало возможностей свою свободу защитить. То есть ты можешь быть тем, кем ты хочешь, тебе скажут, ну хорошо, замечательно, ты можешь красить волосы, ты можешь, вот есть у вас там новая газета, у вас там есть... Уже нет. Ну да, новой газеты уже нет, когда мы записываем этот ролик, но тем не менее, тебе в России скажут, что ну мы никто не мешаем, да вы можете там спать с кем хотите, и это действительно так, но рано или поздно ты все равно сталкиваешься с тем, что к тебе приходят или государство, или тебе приходят какие-то другие люди и начинают с тобой не соглашаться, и в этот момент у тебя просто нет возможности себя защитить. Ну смотри, совершенно верно. То есть понятно, что если спросишь американца, и я, как человек, который уже живет здесь давно, безусловно, могу считать себя американцем, так вот, конечно же, если ты, опять же, меня спросишь, я найду, где покритиковать американскую свободу и свободы. Но с точки зрения сравнивания Америку и Россию, конечно, это просто небо и земля. Это две совершенно разные цивилизации. Именно потому, что в Штатах в случае ограничения твоей свободы у тебя есть масса возможностей восстановить справедливость. Через суд, прежде всего. Через суд, через самые разные медиа, которые существуют в обществе. Да. То есть у тебя есть, повторяю, возможности бороться, отстаивать свою свободу. Я надеюсь, вы все понимаете, что свобода слова и свобода СМИ — это то, без чего никогда не будет другой свободы. Поэтому ставьте лайк этому видео, делайте репосты, помогайте продвигать ролик. Ну и ждите следующую серию из цикла.